Еще раз здравствуйте, друзья. Видно, слышно? Начнем все сначала. Это, конечно, мешает. Это сразу мы отсеиваем процентов 30-40 аудитории. Ну ничего, сейчас даже вот в повторе последний стрим, который я считаю неудачным, 75 тысяч просмотров. То, что раньше считалось супер успехом. Мы растем. Единственное, что я вас прошу, обязательно лайк поставьте. Ссылку другу, кому это интересно, чтобы хотя бы у нас сейчас было. Ну, супер результат мы сегодня не покажем, но хотя бы, может, 1004 одновременно. Я думал, что 1007 соберем, но уже вряд ли, когда стрим срывается. Это вот такой вот интернет в США. Да. В Украине интернет гораздо качественнее. Я рассказывал причины, почему так как-то на одном из стримов. Обожаю советы, благодарен, когда вот там человек пишет, попробуй другого провайдера. Замечательно, но в Америке это все не как в Украине. Я арендую квартиру, здесь свой хозяин, тут это так не работает. Захотел, что-то сделал. Это серьезный процесс здесь. Так. Да, прошу, уберите конспирологические теории про DDoS-атаки, про офис президента. Вы, наверное, считаете, что у них, кроме меня, нет больше головной боли, или что они реально, как там написали в «Зеркало недели», что ГУР, кстати, с ГУР у меня никаких плохих отношений нету, что ГУР лучше Моссада. ГУР не лучше Моссада, и там есть и порядочные люди, и уж точно мы на одной стороне. Так, так, 1000-1500. Давайте просто-напросто все сначала. Сразу с национальной идеей. Значит, национальная идея. Предисловие повторю, потому что я же не знаю даже, когда я прервался. Я хотел сказать, что непонятно, на чем Зеленский собирается строить, объединять людей. Конфликты разрастаются по всей стране. Мне не нравятся многих военных вбросы в медийку, ролики, которые они записывают, с ненавистью к людям, к тем, кто не воюет. Я считаю это глобальной ошибкой. Другое дело, что я не могу критиковать этих людей, потому что понятно, что война меняет психику. Все это я осознаю. Для этого и есть президент, который должен выходить в эфир и объяснять, и делать какие-то вводные. Потому что если президент скажет, что не надо стравливаться, то все равно человек, который там хочет что-то сказать не так, у него в голове это отложится, что президент считает иначе. Это лидер нации. Я вижу, что власти выгодно такое положение дел. Все. Я приводил пример Израиля и Палестины, что Палестина против евреев постоянно, годами уже очень долго воспитываются дети. С 2 лет у них еврей главный враг, у других нету. Но Израиль это страна, которая строилась по манере США. Я сказал, рассказывал, вот пока не прервалось. Тель-Авив строился по примеру Майами, связка дорог. Вот все это так работает. И там думают, как развивать свою страну. В итоге, кто был в Израиле, вы все видели своими глазами, или кто-то видел на видео, или кто-то видел на фотографии. В Палестине антисанитария, ни дорог, ни инфраструктуры. Вот так, когда одна воспитывается с концентрацией на себе и на любви, и с философией. Но это религиозная страна, это особый вопрос. Почему нельзя вот прямо говорить, что мы там как-то вот это? Потому что Украина — это светское государство, а Израиль — религиозное. Это разное. В чем-то это Израилю помогает, в чем-то это Израилю мешает, если говорим про современный мир. Но Палестина — это кошмар Кошмарович. Это пример тех, кто пишут, подвисает опять, да? Ну, давайте подожди. Если еще раз полностью перервется, третий раз я уже начинать не буду. Это просто бессмысленно. Ну, вы говорите просто, вещать, не вещать, я не происходит. Так просто будет тяжело рассказывать. Вот, значит, пишут, окей. Значит, потому, конечно, там вот заголовок такой: «Елисевич против Зеленского». Для чего это?
против философии Зеленского, которой вообще-то нету, против управления государством такого. Да, я против. Я вам скажу, в Америке половина против Байдена. Как-то никто никого не репрессирует. Но что мы видим сегодня? Вот мне сбрас Данилов дал интервью Мосичук, и Данилов там говорит, глава СНБО Украины, говорит следующую фразу. Вот там про семью, и там один лысый выходит и говорит, что мои сыновья где-то там в Майами или где-то, а мои сыновья чуть ли не на фронте. Здесь надо разобраться подробнее. Во-первых, когда я что-то говорю о Данилове, я называю Данилов. Я не говорю вот этот со стрижкой с 90-х. Я уже опускаю момент бритый, лысый. Ну, все посчитали, что это было обо мне. Вот все до единого посчитали, что это было обо мне. И я думаю, это было обо мне. Я господину Данилову хочу сказать, я никогда не трогаю семьи. Я зачитал информацию из прессы и ни из одного источника, где говорилось, что ваши сыновья за границей. Я лично за руку никого не ловил. Более того, с первого моего эфира я всегда сказал, если я кого-то обидел не по существу, вообще нет проблем извиниться. Вообще нет проблем. Но я еще раз говорю, я говорю с фамилиями. Если я вас имею в виду, то я говорю Данилов. Если вы серьезный человек, которым вы себя позиционируете, и ваша должность заставляет быть таким, говорите, пожалуйста, с фамилией. Для того, чтобы не было никаких... А то перед этим были медиа-коллаборанты. Это серьезное обвинение. Вот так действует власть. Без фамилии, с намеком, с анонимных телеграм-каналов. Облили меня грязью, главная голова русской пропаганды. Ну, на что вы рассчитываете? Зайдет любой человек, отмотает мои видео, и вы же себя идиотами выставите. Вот и все. А мой принцип, я семьи не трогаю. Я просто сказал, и вы сами рассказали, что ваша семья собирается за одним столом, там был день рождения у вас, а у половины украинцев нет такой возможности собраться всей семьей за одним столом. И у меня нет такой возможности. Вот в чем суть моей претензии. Я понимаю, что вы мечтаете меня репрессировать, и вовремя я уехал, все это прекрасно понимаю. Но я не такой человек. Вот вы мне не нравитесь, но если бы я был президентом, я бы в жизни никогда не давал никакую команду ни с кем ничего делать. И повторяю, я семьи не трогаю. Про вашу семью написала пресса. Я эту информацию повторил. Если говорить откровенно, если бы ваши сыновья были там, где вы сказали с первого дня, не пиар-война, а настоящая, все бы об этом знали, и вы бы непременно это использовали для пиара себя. И тут украинцы не идиоты. Мы умеем разобраться, дважды в трех соснах не заблудимся. Есть, конечно, часть населения, которая с кастрюлей на голове, но большинство в адеквате. Поэтому не надо так делать. Хотите что-то мне сказать, позвоните мне. Скажите с фамилией, и все сразу станет понятно. Я о вас и о Зеленском, и о всех говорю всегда с фамилией. Но мы дожили до того, что наше государство управляется с телеграм-каналов. Что позволяет себе Джокерша писать? Мат-перемат, того депутата туда, того в тюрьму, у нас война, смотрите, что они творят. Это же аналог медведчуковских каналов. Медведчуковские каналы русский мир транслировали. А меня интересует единая, независимая, успешная, великая Украина, без быдла. И тут же этот Джокерша пишет, что творится во время... У нас война, а там эти депутаты за колл-центрами бегают. Что это за беспредел во время войны? Так это беспредел, который ваш президент допустил во время войны. Это же не я допустил, а ваш президент. Так вы определитесь, вы его хвалите, у нас все хорошо, или у нас беспредел? Конечно, беспредел у нас. О том я и говорю. Очень легко всех срезать с политического процесса, инакомыслящих устранить, закрыть границы. Это очень легко. На это как раз много ума не надо. Но вы уже делаете те вещи, которые история не знала. И то, что я сейчас говорю, это я не отвлекся. Это тоже часть. В чем национальная идея? Разогнать инакомыслящих всех. Так прав Балашов, который говорит, что Елене Зеленской пора заехать в офис президента и взять все под свой контроль. Потому что, я скажу так, Зеленский сейчас прежде всего вредит себе, дальше он вредит Украине, а дальше всем нам. Мы вообще заложники. Вы понимаете, о чем я говорю? Я уже думаю, может, надо его друзьям с 95-го квартала, может, этот кошевой, пусть приедет туда, они же как-то встречаются. Может, скажешь ему, что, Володя, ну как-то не туда все идет? Этот человек делал сериал «Киевская Русь», высмеивал там всех.
Кстати, не Киевская Русь, а как сказочная Русь, сказочная Русь. Русь, почему Русь? То есть, понимаете, такие отсылки. Ну, как-то не складывается все это. Лепить врагов вы умеете. Мы это все увидели. Конечно, проще всего, естественно. Только вы оппонируете там каким-то там Шарию, таки я ему оппонирую, я его терпеть не могу. Там он про Луганского что-то сказал. Я этого человека вообще не слушаю. Называйте фамилии, не надо лысый, бритый или какой-то еще. С фамилией просто говорите. Не надо через телеграм-каналы анонимно управлять страной. Выходите и прямо говорите. Но мы видим, что президент выходит и какие-то видеоблоги записываются с водкой дня. Ну, 1,5 года войны, ну это ж просто несерьезно. Ну, кто занимается медиа-президентом, это Подоляк и компания, это ж просто провал. Это просто провал. Друзья, учитывая, что начало стрима сорвано было, поставьте лайки, пожалуйста. Мы должны продвинуть этот стрим, ну хотя бы 1004 людей мы должны привлечь. Вот такая вот история получилась. Поэтому, если Россия все строит на ненависти, давайте мы будем строить все, наверное, на любви, на объединении и дать людям идеи. Почему люди грызутся? Нет никакой идеи. Если бы Зеленский сказал, что, друзья, я не знаю, в каких границах закончится война, какая будет наша территория, но я точно знаю, что после окончания войны будет свободная экономика, будет второе, третье, пятое, десятое. И все знают, за что идет война, и все знают концепцию, по которой президент обещает нам жизнь после войны. На сегодняшний день Данилов тот же выходит и говорит, а нам западные партнеры не обещали, западные партнеры не обозначили, что будет победой. Западные партнеры не обещали до конца быть с нами. А мы вообще не знаем, что будет окончанием войны. Посмотрите, я специально после того, как мне это Данилова про меня сбросили, я зашел, 3-4 тайм-кода послушал. Так, а что тогда идет война? То есть воин сейчас на фронте не знает, за что идет война? Я вам больше того скажу. Я сейчас просто думаю, как мне озвучить. Те письма, которые я получаю от жен, матерей, отцов, пацанов, которые на фронте, там такое творится, что ну вот один в один, как в России. Я не хочу это зачитывать, пока я не придумал, как это сделать так, чтобы эта русская пропаганда не выцепила себе. Что я знаю, сейчас я это зачитаю, они нарежут, и завтра я буду враг народа. Я этого не хочу. Но с оглядкой тоже, тут надо или правду говорить, или вообще молчать. Я вызвался говорить правду. Власти это не нравится. Но то, что одни делают, им нравится. Ну все не сходится, все не сходится. Да. Теперь смотрите дальше. Вот я просто тоже еще хочу объяснить важный момент. Я первый публично сказал о том, что у Зеленского есть все замашки диктатора. Того же Путина, уже сейчас могу говорить прямо, того же Путина. Это останется на Ютубе навсегда. Пройдет несколько лет, все смогут меня проверить, прав я был или не прав. Я вам могу сказать даже более страшную вещь. Если сейчас Зеленскому дать такие ресурсы, как у Путина, ядерное оружие, я не знаю, что бы ему пришло в голову. Но я знаю, почему Путин развязал войну и почему вообще все так происходит. Отбрасываем то, что он вообще невменяемый. Это мы отбрасываем. Отбрасываем имперские амбиции. Ну, смотрите, представьте, что Трамп вот был президентом. У Трампа больше ресурсов еще, чем у Путина. Несоизмеримо. И тоже есть ядерка. То есть несоизмеримо мощнее США, чем Россия. Но если бы Трамп начал какую-либо войну, фондовый рынок бы обвалился. На долларе бы отразилось плохо. Лично бизнес Трампа бы пострадал. Потому что Трамп, прежде всего, бизнесмен. Потому Трамп был, и войн не было нигде, и Америка никуда не ввязалась. Удивительно. Почему? Потому что был бизнес. Потому что Америка капиталистическая страна. Почему Путин может воевать? Объясняю. У Путина никакого бизнеса нету. Путина бизнес — это его корпоративный счет, это казначейские счета. А золотовалютные запасы, резервный фонд — это матрас, то, что называли под матрасом. Это все лично Путина. У него модель полагаться на ресурсы, на природные ресурсы. Ну и хорошо, он уже нашел с кем торговать. Он может воевать. У него что там есть фондовый рынок, что-то просядет, что-то... Нет. Полностью сырьевая экономика. Почувствуйте эту разницу.
Почувствуйте это то, почему он может воевать. Там все перевернуто, там ненормальная система. Друзья, я все ваши комментарии вижу. Сейчас, давайте я забаню пару человек. Уже в Конгрессе США Зеленского сравнили с Путиным за преследование оппозиции в том числе. Сергей Бурых, если не сложно, сбросьте мне эту информацию. Я, знаете, что вам хотел рассказать? Читаю американскую прессу. Вы все можете подписаться, вот удобно в Инстаграм, потому что там с иллюстрациями. И вот обсуждается там, неважно, демократическое, республиканское, посредине какое-то медиа крупное. Фотография Зеленского с Байденом. Зеленский стоит в таком свитшоте. Здесь наш трезубец, а американцы же не в курсе. И очень много комментариев. Там, допустим, 5500 комментариев. Я захожу, я вам отвечаю. Ни одного комментария за Зеленского. В пух и прах. И два таких, два самых повторяющихся комментария. Первый. Почему этот парень приехал на встречу с президентом США не в костюме, а в реглане с эмблемой Мазерати, марка машины Мазерати, там такое похоже на наш трезубец эмблема. Они же не знают и не прикалываются. Почему он в свитшоте Мазерати? Первое. А второе, типа, сколько можно финансировать Украину, когда у нас куча своих проблем? Все, два. Справедливо? Ну, конечно, справедливо. У них своя страна, тут куча своих проблем. Но про одежду я вам говорил, что это нельзя недооценивать. Вот такие вот дела. Его здесь ненавидят. Но Украине все сочувствуют. И я прошу даже тех, кто фанаты Зеленского, понимать, помощь идет Украине, нам, украинцам, не лично Зеленскому. Потому что когда мне рассказывают, что он Черчилль и вообще проводит чудесную внешнюю политику, да нет, это помогает Украине и украинцам. А у нас пока министр подал в отставку в связи с коррупционными скандалами, министр обороны, я имею в виду. Пройдет время, посмотрите, что будет дальше. Сейчас мне пишут, что ты скажешь. Ничего про Умерова я говорить не буду. Он работает без году неделю. Давайте подождем 2-3 месяца. Журналисты не спят, расследователи. Правда, два слова про журналистов и расследователей. Высказываются многие, кто как бы связаны с посольством США в Украине, антикоррупционные журналисты, тоже против выборов. Я хочу, чтобы вы понимали, почему так. Я вам сказал, что главное мерило — это кто будет сейчас выступать за выборы и против выборов. И среди журналистов это такие борцы за справедливость, но выборы надо. Нет, выборы не надо. Значит, он уже хочет просто-напросто в связке быть с офисом президента. Он всегда на стороне того, кто побеждает. Есть такая категория флюгеров. А зачем, скажите, пожалуйста, антикоррупционным журналистам выборы? Антикоррупционным журналистам нужна коррупция, постоянная вот эта каша, чтобы было о чем снимать расследование. Они что, реформы какие-то предлагают? Нет. Нет. Вот если не внедрить мои реформы, о чем будут снимать антикоррупционные журналисты расследования? О чем? Если на налог взимается в момент транзакции, налоговая ликвидирована, она просто не нужна. Госпредприятий нету. Вы возьмите все расследования. Это только доступ к бюджету или доступ к госпредприятию. Третьего просто не дано. Или беспредел спецслужб. Все. А пока мы, получается, государство-двойник России. К сожалению. Это ужасно признавать, но это сейчас видно просто супер отчетливо. Самое первое после аннексии Крыма и ЛДНР, когда они устроили Донбасс, отжали, что первое сделал Путин? Как была построена их информационная политика? Свой-чужой. Ты поддерживаешь то, что я натворил, ты свой. Ты не поддерживаешь, ты иноагент, чужой и все остальные. Вот завтра у меня выйдет видео про интеллигенцию. Там я задаю один важный вопрос, посмотрите. Оно на отложке еще с позавчера стоит. Понимаете, в чем страх этого всего? Возьмем по спецслужбам. В Америке есть ФБР и ЦРУ. ФБР — внутренние дела, Федеральное бюро расследований, ЦРУ — Центральное разведывательное управление. Четко внутренние дела, внешние дела. Где-то что-то пересекается, но базово. В Украине ГУР, Генеральное управление разведки, СБУ, Служба безопасности Украины, ДБР, аналог ФБР, которая полностью подконтрольна Ермаку. Кто за что отвечает? Ничего не. НАБУ, САП. Органов все больше,
и коррупции все больше, но никак не наоборот. Не работает. Чепуха. Более того, если есть ГУР и ДБР, зачем СБУ? Кошмарить бизнес. Это почему я выступаю, что в СБУ должна остаться та часть, которая занимается безопасностью и какими-то разведданными. Может даже соединить с ГУР. Надо вообще срезать со спецслужб все, что занимается экономикой. Это ненормально. И кошмарить граждан своих, только врагов государства, безопасности. Но, конечно, очень легко записать во врагов государства того, кто не согласен с властью. Потому что у нас, и я же рассказывал, в России коллективный Путин управляет. Спецслужба решает, кто будет президентом. А у нас президент берет и сразу забирает под себя спецслужбу. Сейчас пришли в СБУ, Малюка поставили, все, следующий президент поставит кого-то своего. Вот так у нас все работает. А если бы это были независимые службы, они никогда бы не занимались бы блогерами, которым не нравится государственная политика. Да, тот, кто звал бы сюда русский мир, это я первый про такого сам скажу. Но мне не нравится государственная политика. Мне не нравится их решение. Я не имею на это права. Я имею на это право. В Америке много кому чего не нравится, что у них происходит. И вы бы слышали, как они в полный голос об этом говорят везде. Вообще не проблема. И в Европе, кстати, то же самое. И только у нас придет в голову главе СНБО кого-то назвать лысым, что он... Я никогда семью не трогаю, 10-й раз рассказываю. Тем-то я от вас и отличаюсь. Елисевичев, радники президента. Вы, похоже... Спасибо, интересуешь. Что думаешь про цифровые валюты? Мне бы ваши проблемы. О, уже пишут завис. Как получится, так и доработаем. Мы сейчас в эфире всего лишь 20 минут. Ладно. Моментами может чуть будет подвисать. Ну, ничего не сделаешь. Так, да, давайте поговорим про 4153 человека. Спасибо. Это, наверное, максимум, что мы можем сейчас вытянуть, учитывая, что стрим был сорван, интернет. Друзья, поставьте лайки. Давайте сделаем 4000 лайков, может, до 5000 доползем сегодня. Раньше это было бы успешно, но сейчас у нас с вами показатели выросли. Стрим, который был в связи с заседанием ООН, где был Зеленский, набрал там уже 143 тысячи. Это рекорд. Поверьте мне, это очень серьезно. По поводу Арестовича. Вот эти вот высказывания, которые были, там, душить женщину, короче, я бы 3 года не разжимал пальцы. Я вам хочу сказать такую штуку. Не думаю, что в голове здорового человека будут детали такие возникать, и он будет это проговаривать по поводу не разжимать пальцы. Это такие уже какие-то маниакальные наклонности и маниакальные детали, о которых только маньяк и может задумываться. Когда душишь человека, разжимать там пальцы или что-то, не человека, девушку или женщину. Это серьезный звоночек, я вам скажу. И, конечно, они там с Романенко все будут сейчас переводить в шутку, хихи-ха-ха, но он не в себе. Он не в себе. И там, кстати, я вчера записал эфир с Любарским в связи с тем недоразумением, которое получилось. Он его выставит, следом сразу выставлю его я. И мы там обсуждали вот какой момент. Друзья, я все вопросы вижу. Он рассказал, что был эфир, он, видимо, отслеживает Латынину, и с Латыниной разговаривал Арестович, и когда она его спросила, что он собирается делать как президент, он сказал, что детали не важны. Детали не важны. Я знаю, что надо делать. Детали не важны. Когда вам не говорят конкретику, с цифрами, с концепцией, дальше можете даже не слушать. Это не касается не только Арестовича, это и меня касается. Когда я вам не буду говорить конкретику, ну, и кто-то другой, значит, за этим уже просто ничего не стоит. Тем и отличается моя программа реформ, она вся с цифрами, с конкретикой. По каждой отрасли. Да, технически я вам рассказывал, там, где менять конституцию, это дело юристов. Это как в бизнесе. Если ты производишь молочные продукты, это не значит, что ты должен быть, уметь доить корову. Берутся юристы, и под твою задачу будет все подгоняться. Вот и все. Также скажу, что мой манифест уже готов, 10 пунктов давно, и, видимо, пришло время на следующей неделе его выставить в виде видео и обсудить.
Чтобы это была конкретика. Просто сейчас не на часе реформы, я вижу людям оно так-сяк, и я мало об этом говорю. Но хотя бы раз в месяц стараюсь что-то об этом сказать. Спасибо новым спонсорам, я все вижу, друзья, спасибо. Кто хочет стать спонсором канала, ссылка в закрепленном комментарии. Подпишитесь здесь, в Ютубе, это важно. Не игнорируйте, пожалуйста, потому что смотрят десятки и сотни тысяч людей, именно на стримах мало подписок. Хотя интереса они вызывают много. Странно. Люди, может, просто забывают, что нужно подписаться. Подпишитесь, лайк, колокольчик, все важно, поверьте мне. Вот люди часто спрашивают, что сделать. Много спонсоров вы видите. Благодарен. Если вы не можете или не хотите стать спонсором, нажмите лайк. Лайк — это значит, что кто-то, оно продвинет YouTube, и кто-то один просмотр еще сделает. Хотя бы что-то сделайте. У Алешки реально фляга полетела от бабла. Ну, давайте говорить правде в глаза. Вот смотрите, остановимся немножко подробнее на Арестовичем. Кстати, люди столько чуши пишут, типа: «Денис, зачем ты его пиаришь?» Как я могу пиарить человека, у которого узнаваемость почти стопроцентная, и у которого в 10 раз или в 12 больше подписчиков? Как? Это он меня может пиарить, я его не могу пиарить, к сожалению. Но как это все достигалось? Тоже простую вам рассказываю формулу. Если вы представите, что Арестович не был бы советником офиса президента, или был бы, но не было войны, или была бы война, но его бы не пустили, самое главное, в телевизор, в телемарафон. После телемарафона у него в 10 раз увеличились подписчики. То есть все-таки ключевое — телевизор. Но у него реально поехала крыша от популярности. Но я же знал, кто это такой, очень давно. Он, бедный, метушился, он не знал, куда ему прибиться, лишь бы куда-то как-то пролезть. У него это наконец, надо признать, у него это наконец-то получилось. Но в какие времена? Во времена, когда смута, война, смута. Он же не во времена, когда конструктив, вот закончился Майдан 2014 года, задачи мы не выполнили, которые перед собой ставили. Но потом был период там без активной фазы войны, период созидания. Что в этот момент делал Арестович? Какие-то чушь писал в Фейсбуке. Но когда смута, он на коне. Но много кто был на коне во времена прошлой смуты, когда Майдан случился, АТО. Все это тоже, пожалуйста, определяйте. Но то, что они там гонят с Романенко, это просто. Одно умное там сказал Дацюк. Дацюк сказал, что следующий президент будет из Ютуба, и выдвинул такие критерии, значит, Дацюк, что чтобы претендовать на президентство, нужно иметь хотя бы там 50 тысяч просмотров. Ну, каждое видео, чтобы хотя бы 50 набирало, там лучше 100. Думаю, это правда. Но они же все продвигают Арестовича. Это, конечно, я просто вообще не понимаю, как в здравом уме, вот как в здравом уме можно не видеть, что Зеленский творит неправильные вещи, что он ведет страну к тоталитаризму. Как это можно не видеть? Как можно в здравом уме не видеть, кто такой Арестович? Да, я Арестовича один раз поддержал после его или предпоследнего интервью с Гордоном, что нужно расставить ценности, как-то вдох-выдох прийти в себя, что нужно говорить о других чуть-чуть тоже вещах, не только об одной войне. Ну просто так нужно, мы не можем зацикливаться. Ксеркс, спасибо. Вот человек зашел, пораздаривал спонсорство. То есть ряд факторов, по которым можете очень легко вычислять, человек этот с пользой для Украины или не с пользой для Украины. Потому что вся идея Арестовича — это как он? Русь-Украина. Вот надо переименовать страну в Русь-Украина. Да, ну что это? Галина Лагно, дякую вам, дуже дякую. Денис читал, что на 2024 год госдолг Украины превысит 100% ВВП, что может последовать за этим и означает ли это банкротство страны? Нет, это не означает банкротство страны, это просто показатель того, что страна катится в тартарары, экономика катится в тартарары. У Америки тоже высокий госдолг, но все это идет в инфраструктуру, в инвестиции. У Америки печатный станок, ФРС и все остальное. А нас затягивают в болото. Но в чем же та неспособность многих определить, что происходит? Вот выходит сейчас Данилов, вот послушаешь интервью Данилова, персону Мосейчук Натальи, сейчас отдельно обсудим, и Данилова послушать, ну, у нас все шикарно.
Государство функционирует блестяще. Данилов великолепен. Зеленский лучший в мире. Послушаешь Зеленского, мы побеждаем в войне, перспективы колоссальные. Очередь из инвесторов стоят. Правда, он так и не ответил, с чем интересна Украина инвесторам. ОВГЗ? Ну, наверное. Через кабинет, да. BlackRock, да, наверное, да. Ресурсы и все остальное. Но когда ты пытаешься сам смотреть и анализировать то, что мы с вами пытаемся делать, и когда ты человек не из системы вот этой вот проклятой, ты видишь, что все плохо. Когда ты это сравниваешь с историческими событиями, ты видишь, что катастрофа идет. Лучшее, что может сделать Зеленский, я повторяю 55-й раз, не идти на выборы. Выборы провести, но самому не баллотироваться. Это может спасти и его, и Украину. Но если он пойдет, он просто включит счетчик обратного отсчета, таймер. Я почему говорю, что эти ребята с квартала, его друзья, должны, наверное, точно привести его, и жена, привести его в порядок, то, что говорит Балашов. Ну, надо как-то, ну неужели настолько неочевидно все, что происходит? Во что скатывают Украину? Слепо верьте власти. Не надо думать. За вас подумают Зеленский, Ермак, Данилов, Шурма. Они за вас подумают. Посмотрите, какой в Украине премьер-министр Шмыгаль. Ну, это, знаете, есть люди хорошие, плохие, никакие. В народе говорят ни рыба, ни мясо. Ну, это вообще не лидер. Ну, как это премьер страны, наша страна, напоминаю, парламентско-президентская. Ну, как это премьер страны, ну, какой-то вообще безинициативный, ничего не... Техническое лицо. А вот тут и ключ к разгадке. Лучшие кадры Зеленского — это технические лица. Вернее, как он видит эту концепцию. Просто технические лица. Ему не надо идеологи, ему не надо специалисты. Это мрак. Это мрак. Но если бы они это просто делали, таким занимались многие до него, давайте откровенно. Но никогда не выключали с политических процессов оппонентов. Вот так просто, как сделали эти. Теперь уже этот, как его, Корниенко говорит, надо, чтобы президент у нас был главным лицом, вообще там парламент отрезать, президентскую республику сделать. Ну, так это не есть и признак тоталитаризма? И мне не легче от того, что я это первый сказал, и мне не легче. Страшно от того, что это правда. И для меня это уже очевидно на 100%. Как действуют многие люди? Очень многие, к сожалению, согласны быть в позиции наблюдателя. Вот многие люди считают, ну меня еще, по крайней мере, ракета не прибила. Побуду еще наблюдателем. Да не, если вы не включитесь в этот процесс, то будет новая катастрофа. Вы всего лишь до этой катастрофы оттягиваете время. И ничего больше. Вот как при Трампе не было войн, а как же Сирия? Ну, что я вам могу сказать? Войну в Сирии начал не Трамп. Войну в Сирии начал не Трамп. Но это очень важная деталь. Это деталь, которая глобально все меняет. Я с вами согласен. Так, демо-версия Арестовича у власти уже была. Как вы говорите, поюзал Украину. Что должно измениться, когда он получит более серьезную должность? Когда Арестович получит, не дай бог, более серьезную должность, он полностью слетит с катушек. По Арестовичу очень четко видно, что во времена, когда у него успешные периоды, его заносит невероятно. Ну, нарциссы — это вообще опасные люди, в принципе. Так, чуть на вопросы поотвечаю. Денис, как влиться в процессы? Вы уже в процессах, потому что вы на моем канале. Значит, вы уже, я даже вам не, вы не должны мне даже симпатизировать. Важно, что вы пытаетесь уже разобраться. Вас интересует все, что происходит, вас интересует будущее страны. Но я могу вам сказать о себе. Возможно, для меня лично было бы лучше просто, как это правильно сказать, забыть про Украину. Просто забыть про Украину. Отпустить Украину. У меня это сделать не получается. Вот что вот эти Даниловы, вот эти вот все телеграм-канальчики, офис президента,
Они, видимо, настолько больные люди, что они всерьез думают, что меня кто-то финансирует. Понимаете? Эти люди всерьез думают, что если назвать меня агентом России, то они мне сделают хуже. Ну, пройдет время, все всплывет. Кто и что. И если вы строите свою философию на обмане людей, на клевете, на страшном обвинении, фактически измену родине клеите людям, просто на фонарь, просто потому что вы не нравитесь мне, потому что даже не вы лично, ваши действия, ваше управление государством. Пока Данилов не стал главой СНБО, я даже не знал, кто это такой, я вам вообще скажу честно. Вот и все. Куда такая политика их в итоге приведет? Им нужно будет, у них два пути. Или они будут опозорены, и их ждет плохой финал, что скорее всего. Второе, им нужно выходить на уровень Путина. Уже просто так сделать, чтобы просто с пустой бумажкой вышел на площадь, тебя тут же хватают и в автозак бросают. YouTube заблокировать. Вот они за Telegram хотят взяться, YouTube заблокировать. А что они еще могут? Они могут по идеологии поспорить. Они могут выйти правду сказать. Они вообще умеют дискутировать. Нет, оно им просто не надо. Корниенко может давать заднюю сколько угодно. Есть видео, где он сам сказал, что я знаю, что это сейчас с контекста вырвут и везде будет перепечатано. Он сам знал, что он делает. То, що Андрій Шевченко буде радником президента, я бачив. Виставляв себе на телеграм-каналі. Бачу, що ви не підписані, на жаль. Прошу всех подписаться в телеграм-канал, ссылка в закрепленном комментарии. И подпишитесь здесь на ютубе. Кто хочет, становитесь спонсором. Алекс Глинский, спасибо. Вижу, вы спонсор канала. Огромное вам спасибо. Андрей Шевченко — это тоже из категории ни рыба, ни... Величайший спортсмен. Я обожал его как футболиста. Но все, что было после этого, это... Я много знаю такой внутрянки, как там кое-какие моменты. Это ни рыба, ни мясо. Но это, я же говорю, это идеально для Зеленского. У него есть связи с Абрамовичем, там, с другими. Все. Ну, какие можно дать советы президенту по управлению государством? Ну, это даже не смешно. Это жалко. Вот это все жалко. Жалкое зрелище. Любое действие власти — это жалкое зрелище. Единственная ремарка: Данилов не глава, а секретарь СНБО, грубо говоря, техническое лицо для организации заседания и проведения СНБО. Это вы так думаете. Глава и секретарь в данном случае — это одно и то же. Это серьезнейшая должность, топовая в государстве, которая очень много решает и имеет очень большие рычаги влияния. Так, про Гордона і Ісландію буде пізніше. А я разве я обіцяв про Гордона і Ісландію? Я хотел сказать другое. Вот про Мосейчук. Значит, оказалось, что Мосейчук, мне сбросили подписчики, Мосейчук проводила эфир, и там был Петров, и там был Роман Скрипин. Ну, ладно, Мосейчук. Ну, от Скрипина я не ожидал, что он может оказаться в такой компании. Зашкварился. И Гордон у себя выставил, что ждет официальную реакцию Натальи Мосейчук на то, что она назвала Петрова своим другом и т.д. и т.п. Наталья Мосейчук, и тут мы сейчас плавно к Коломойскому перейдем, потому что я хочу этому тоже отдельное время посвятить. И тут мы подходим к личности Мосейчук. Значит, Гордон и Исландия, Петров. Я полностью на стороне Гордона. И любой, кто был бы на месте Гордона в этой ситуации, я был бы на стороне его. Потому что то, что происходит, это омерзительно. Стыдно за мою страну. Стыдно. Если бы это были какие-то чертики со стороны, это финансируется с офиса президента. Вот в чем позорище. Поэтому я на стороне Гордона. Но когда я включаю передачу Гордона и Влащенко, и они говорят, обсуждают, дословно вам говорю, политические расстановки, или когда Гордон в том же интервью Влащенко говорит на вопрос про Кернеса, говорит, Кернес пророссийский был, 250%. Ну а зачем же тогда вы брали у него интервью, облизывали его и везде говорили, что это уважаемый человек, если он, по вашей информации, был полностью агентом России и работал на Россию? Объясню почему. Потому что, к сожалению, вот я пошел в лобовую. Я за правду, потому что мне нужна Украина такая, как мне нужна, где я хочу жить. А Гордона и Влащенко, в принципе, устроят окончание войны, какое бы то ни было. И дальше можно жить прежней жизнью, до новой войны. Потому что им надо пристроить свою задницу и таким образом зарабатывать деньги.
То есть они лицемеры. Лицемеры. Но мне же Гордон интервью не предложил в связи с тем, что я Петрова, Петров обо мне говорил, я ему ответил. Он гадости эти говорил, как и про Гордона маму. Но он же не предложил интервью. Не дай бог, там бы Елисеевич что-то сказал в сторону Зеленского. Ай-яй-яй. Когда Гордон парафинил Зеленского перед войной, он как себе в голове думал? Мы сейчас собьем этот пул, который я не буду говорить, кто финансировал, вы и так знаете. Сейчас мы собьем Зеленского и будем у руля. А перед выборами президента он поддерживал Зеленского, потому что ясно было, что Зеленский побеждает. Он, короче говоря, всегда на стороне тех, кто побеждает. Понимаете? А не на стороне правды. Вот такая вот дважды два четыре. У Гордона очень сильно упали просмотры. То, что я проанализировал, я увидел. Но вот это мне страшно не нравится. Гордон говорит, выборы не нужны. Ермак великий. Арестович лучший друг. Он уже с ними зарабатывает деньги в медиапуле. Но ты же Арестовича парафинил и говорил супер правильные вещи. И про Зеленского говорил правильные вещи. А потом все поменялось. Потому что Зеленский сейчас на коне, пока еще. Завтра Зеленский будет сбитый летчик, Гордон скажет, да вот видите, я просто молчал, потому что была война. А Зеленский такой, ну как так можно? Я тебя поддержал против сопляндии этой. А мои подписчики задают вопрос, там что-то про Елисеевича, я не знаю, кто это такой. Ну вот вам и разница между мной. Почему Данилов не атакует Гордона? Хотя Гордон тоже лысый. Понимаете? Хотя я думаю, что бритый, как и я. Это две разные вещи. А зачем? Это ж риски. А зачем Гордону риски? И когда мне какое-то, я не буду говорить кто, на 3 буквы приходит в комментарии, в Телеграме рассказывает, да что там болтовня, блогерская болтовня, надо дела какие-то делать, а то вы все болтаете и дел никаких не делаете. Ну что с таким человеком хочется сделать? Даже не понимает происходящего. Вот и все. А что нужно, я же повторяю, что нужно Гордону и Влащенко? Вот они там обсуждают, Влащенко новую прическу сделал, это медиа-эскорт. Медиа-эскорт. Элитный медиа-эскорт, медиа-сопровождение. Все. Они что, за идею, за реформы? Да только бы все устаканилось, и баблишко пошло в политические технологии, и больше ничего. Ну это ж кошмарно, это лицемерие и привело к войне. Потому что никто не мог высказаться, не дали бы телевизор высказывать. То, все, что я сейчас говорю, слава богу, есть YouTube. Телевизор не дали бы высказываться. А большинство вообще у нас зашуганные говорят, тихо-тихо, не надо это говорить, не надо там, не надо такие заголовки, не надо то, не надо все. А что надо, заткнуться и молчать? Ну, Параджанов правильно говорил, что молчание первый шаг к рабству, путь к рабству, прямой путь к рабству. Ну так что, к рабству прийти? Так мы уже, уже Украину закрыли границы. В истории такого никто никогда не делал. Повторяю, я в Америке здесь разговаривал со специалистами. Нарушение всего на свете. Вот закрытие границ – это нарушение всего на свете. Всех прав, всех конвенций, чего, это в чистом виде, ну, это какое-то кошмарное явление. Давайте сделаем 3 шага назад. Так это итог правления всех президентов, и не только Зеленского. Я почему на Зеленского? Потому что при тех было плохо, да, хотя по нынешней жизни это было супер, давайте откровенно говорить. Этот вообще до войны допрыгался. Допрыгался до войны. Но то, что людей надо хватать в шестером и не выпускать из страны, чтобы было кого набрать на фронт, это и есть итоги этого государства. И все президенты-преступники только по одной причине. У нас было 52 миллиона в 91 году. Еще до войны было около 40. Зеленский 3 года был президентом до войны почти. Как можно в самой большой стране Европы не сделать профессиональную армию, экипированную, чтобы не надо было сейчас вообще мобилизировать гражданских? Ну какой маразм забирать гражданского на войну в такой большой стране? Это же не Израиль. В Израиле 9 миллионов населения, там чуть больше. Маленькое, крошечное государство. Это же не огромная Украина. Там, да, там, повторяюсь, особая страна, которая всю историю воюет. Ну как в такой большой стране даже не... Так ты пришел уже, АТО было. Ну ты же видел, ты же сам обещал закончить войну. Значит, ты видишь, что есть военная угроза. Почему ты не сделал профессиональную армию?
Можно было не успеть. Можно было столкнуться с какими-то сложностями. Чем занимался Зеленский? Еще до Ермака. Богдан, улыбочки, Одесса, море, ребята, пиар, море, пиво Таранька. Выйди звідси, розбійник. Сейчас всех поувольняю. Лукашенко. Что у тебя эта корова в говне стоит? Помните, как Лукашенко? Что это? Это президент самой большой страны в Европе. Это позор. Позор. И сегодня пришла война, которую можно было избежать. В первую неделю кто поздавал все, что там было? Ну это ж не я не поздавал, не какой-то блогер не поздавал. Это ж поздавали те, кто работали при президенте Зеленском. И, скорее всего, некоторые из самого ближайшего окружения. Ни один человек не наказан. А сегодня считается нормальным ТЦК творить этот беспредел. Я что, должен поддерживать то, что люди, которые были на войне в Кривом Роге, избили гражданских? Я что, должен поддержать призывы? Слушайте, если я буду поддерживать призывы, что тот, кто не воюет, это какой-то недоукраинец, и только тот, кто воюет, это суперукраинец, ну я не могу. Мы так не построим ничего, понимаете? Хороший я, плохой, умный или не умный. Я не буду это поддерживать. Я не буду поддерживать открытые границы. У меня вообще другая философия жизни. Я никогда не буду поддерживать идею, что гражданин — это собственность государства. Нет, это государство, наша с вами собственность, наша земля. Мы родились в Украине. А у нас это все приватизировал вот Данилов, видимо, Зеленский. Ну, конечно, легче воевать с анонимных телеграм-каналов. Конечно. В СИЗО посадить. Вот как Путин. Навального. Навальный уже скоро умрет в тюрьме. Кстати говоря, такая, ну, черный юмор, может, мир уже не тот. Если уже Навальный и Зеленский чуть ли не главные кандидаты на Нобелевскую премию мира, и вообще я вам скажу, если Зеленский получит Нобелевскую премию мира, я уверен, что это будет не так, то вдруг. Я, наверное, неделю не буду в эфир выходить. Потому что если там сидят такие, которые могут такое... Вообще, вы вообще понимаете, вот те, кто там эти решения принимают, вы вообще видите, что происходит? Вы вообще знаете, как Россия забрала территории, Запорожскую и Херсонскую область? Похоже, люди не знают. Похоже, люди не знают вообще, что происходит, что было до войны. Государство не готовилось к войне. Да, но я с темы на тему. Это Гордон, Мосейчук, Коломойский. Вот я посмотрел Коломойского суд, пришла Мосейчук, пришел Шмель Каменецкий, это раввин Днепровской общины. Игорь Цыганик пришел, это футбольный комментатор и спортивный журналист. И вот там Цыганик вышел и говорит, что Коломойский — это человек единственный, который боролся с коррупцией в украинском футболе. Сам Коломойский сидел, смеялся. Что-то Мосейчук такое невнятное сказала. Ну, Каменецкий хорошо выступил. Дубинский видеоблоги записывает. Я так смотрю, вот это Коломойский конкретно ошибся. И конкретно проиграл. Просто конкретно проиграл. Во-первых, Коломойский оттуда в ближайшее время точно не выйдет. И вопрос, выйдет ли вообще. Я вам так могу сказать все, что я вижу. Вот Дубинский. Лицемер, Гордон отдыхает. Вот сейчас колбасит Зеленского, много правильных вещей говорит. Я специально начал его отслеживать. А потом Зеленский готовит госизмену, говорит Дубинский, мирные переговоры. Я сижу и думаю, а ты на фронте, Дубинский? А что, не нужен мир? И так все, вот что еще вредит, понимаете, порочная система. Также в кустах сидят политические оппоненты Зеленского, и если запахнет миром, они первые выскочат и скажут, не-не, воевать до конца, предатель Зеленский сдает земли. Они не на фронте. Они не на фронте. Легко ляпать языком. И вот Дубинский там защищает Коломойского, Цыганик такую чушь. Мосейчук что-то сказала вообще невнятное. Мосейчук от первого до последнего доллара своего состояния, она богатый человек, обязана Коломойскому. И она что-то невнятное такое делает. И действительно, с этим Петровым, тут я говорю, поддерживаю Гордона, тут она уже Данилова облизывает. Данилов говорит, знаете, что люди стали накладывать в ТикТоке? Под музыку сериала «Бригада», когда Данилов едет, вот его внешность, прическа, это а Мосейчук, ха-ха-ха. Данилов говорит, там вот этот лысый сидит про моих сыновей, про моего сына рассказывает, а та ха-ха, там просто захлеб смеется. Что ты смеешься?
Ну ты ж на своем право на владу рассказывала, что не ковбасою єдиною, когда приходил Игорь Мазепа и что-то пытался говорить про либерализацию экономики, что она должна быть совсем другой. Не ковбасою єдиною. Ну, Мосейчук же налогов не платит, как положено. Мосейчук же в рынке открытом не участвует. Она обслуживает олигарха, которого даже не может нормально поддержать. Если сейчас Мосейчук выйдет так, я поддерживаю Коломойского больше, чем Мосейчук. Мне никто не платит. Она все выкормилась от него, она боится. Завтра Игоря Валерьевича посадят, не дай бог, я пойду другого обслуживать. Вы что думаете, Мосейчук останется без работы? Да она завтра пойдет к Порошенко, которого она поливала все эти там 5 лет. С удовольствием. На Пятый канал устроится. Гордон послезавтра скажет, что ужасный человек Зеленский. И Ермак, и Арестович по второму кругу будет плохим. Блащенко, я не знаю, там будет кого поддерживать. Уже Медведчука нету, канал не знаю. Ну, тоже где-то пристроится. Дубинский, да, тоже найдет нового хозяина. Вот так вот. Вот в чем главное поражение Коломойского. Бабки бабками, но есть что-то еще очень важное, если не сказать важнее этого. То есть философия какая-то, она либо есть общая, понимаете, либо ее нету. Кошмарно и стыдно все это наблюдать. Хи-хи-ха-ха. Это мне напомнило, когда сидел министр МВД и говорил, что они сейчас, кстати, открыто сказали, все мужчины, которые нелегально выехали с Украины, по возвращению будут наказаны. Война не закончилась, а они уже сказали, не возвращайтесь, не надо возвращаться. А может там человек 24-го с перепугу выехал, спасал семью. И не обязательно 3 детей. Мне вообще эта вот дурацкая эта история, что 3 детей можешь выезжать. А у кого 2 детей, это что, меньшая ценность? Или 1 ребенок это меньшая ценность? Или просто беременная жена? Что это вообще, кто это вообще придумал? Это нормальный человек такой никогда не сочинит. Но в Украине возможно все. Страна чудес. И вот он, этот министр МВД, объявляет, Клименко, что мы этих мужчин, и журналистка такая, ему такая же захлеб. Да-да, это же нельзя так это. И он, да, будем наказывать. Она улыбается. Ой, класс, мужчин будут наказывать. Ты вообще украинка или ты русская? Ты радуешься чему? Что украинские мужчины, проукраинские люди не вернутся в Украину? Ты этому радуешься? А почему? Да потому что все СМИ убыточные. Ей что, нужно зарабатывать деньги? Ей нужно лепетать то, что скажет там главный редактор. А главному редактору олигарх в телефонном режиме, вы слышали разговоры того же Коломойского с Ткаченко? Как, я не знаю, как шкодливого кота его. Все. Вот вам и вся Украина. Порочное все. Все одно за другое. Мосейчук поздравляла Порошенко с днем рождения. Ну, рад за нее. Меня не сильно волнует закон пробаційного нагляду, потому что это из серии этого сокращения высшего образования по, ну, вообще обучения по заочной форме. Это все, когда не можешь родить никакие реформы, когда вообще ничего не можешь, давайте прямо говорить, вообще ничего не можешь. Тогда надо вот что-то такое дурью какой-то маяться. Совершенно оно не к месту и ни к чему. Денис, что делать с людьми на оккупированных территориях? Что вы имеете в виду? Вы задаете серьезный вопрос, но вы задаете 20% вопроса. Что вы имеете в виду? Что делать с этими людьми? Так, Денис, как вы считаете, нужны ли переговоры с Путиным о мире? Да, нужны. Я об этом выступал, выступаю. И я враг народа после этого, но я ж этим не хвалю Путина. И вообще, многие как-то забыли, что неважно, как закончится война и в каких территориях мы закончим, с 91 годом, без 91 года, то Россия никуда не денется же от нас. С Путиным или без Путина. Уже Буданов рассказывал 1,5 года назад, что Путину осталось 3 месяца жить, у него страшная раковая болезнь. Вот так можно ждать и распада России. А если при нашей жизни не произойдет распад России? Это все пока наши желания и теории. Это мы возвращаемся к теме национальной идеи Украины. Не может быть национальной идеи Украины,
Ждать смерть Путина, распада России или просто на ненависти воспитываться, расчеловечиваться. Как когда акула сожрала, я в шоке был с тех комментариев, которые я читал. Это не может быть национальной идеей. Это нас приведет как Палестину, к какому-то антисанитарии, упадку и первичной жизни, как первичные люди какие-то, первобытные. Первобытный строй. Нужны настоящая программа реформ, кардинально другая философия, полная перезагрузка, возврат к нулевому варианту. Так за что Коломойского уважаете? Я не понял, к чему этот вопрос. Мы сейчас же говорили про судьбу Коломойского, а не кто его уважает и не уважает. Без обид, хаять и я могу, хочется конструктива от врага народа. Без обид, но у меня на канале куча видео, в том числе с конкретикой про реформы, которые вы не смотрели. И даже сейчас, сколько раз я уже упомянул про экономику и даже про налоги, и концептуальных вещей вы в упор не слышите. Но вы поспешили написать комментарий. Но, видимо, вы не хотите слышать. Вот и я вам уже не нравлюсь, без проблем. У меня нет задачи нравиться, я не политик. На оккупированных территориях мы живем уже 10-й год. Тяжело, надеемся только на себя. Я вас понимаю. Если вы проукраинский человек, я бы на вашем месте искал пути выезда. Мне часто ставят в упрек. Ты говоришь, что нужно заканчивать войну, мир любой ценой, и вдруг нам не удастся деоккупировать, там, допустим, Запорожскую, Херсонскую область. Что делать тем людям? Я могу только посочувствовать этим людям. Это терять родину, это страшно тяжелая штука. Но я себя обвинить мне не в чем. Претензии вместе будем предъявлять к власти, которая вас не защитила. Вот что я могу пообещать. Я не виноват, я лично деоккупировать их не могу, эти территории вернуть. Нинішня ідеологія української держави це руський мір ОПГ, фарс з демократією та знущанням над законом і над людьми. Народний спротив і реформи Єлісєвича. Нація має розвиватися, еволюціонувати. Дякую. Ви правильно написали. Ідеологія української держави це руський мір ОПГ. У нас чисто мафіозне государство Україна. Многие украинцы кричат «победим, победим», сами сидят на диване, почему не в окопах. Меня удручают люди, которые не на фронте, а еще когда я знаю, что он ничего не помогает для фронта, как там донаты, волонтерство, что любой какой-то ипостаси, и когда он первый кричит, что надо идти до конца, я презираю таких людей. Это аморальные люди. Денис, вспомните, как говорил Гордон, пока он очередной раз не переобулся, что Зеля слабый человек, и он окружает себя идиотами, чтобы на их фоне быть красавчиком. А сильных людей он боится. Я все это помню. Я все это помню. Почему? Потому что тогда действительно, я рассказывал же это миллион раз. Рейтинг Зеленского до войны стремительно шел вниз. С 73% он спустился к 19%. На следующий день у него уже было 5%. Он закончил бы в лучшем случае как Ющенко, если вообще досидел бы до конца срока. Если представить, что нет войны. Гордон это прекрасно чувствовал, потому что у него есть много подписчиков, сейчас, правда, просмотры упали. Он же чувствует, как и я. Когда ты ведешь публичную деятельность, ты очень тонко чувствуешь настроение в обществе. И плюс он знал, под чьей он подпиткой. Финансировалось шоу его с Олесей Бацман. Вы помните? Они ток-шоу, по примеру Савика Шустера, сделали только на Ютубе. Они четко знали, они валят Зеленского. Ну, как не в прямом смысле слова, как президента, имею в виду. Ситуация переиграла. Это, конечно, все пошло жутко не по плану Гордона. И таких, как он. Я же ничего личного. Я его, наоборот, поддержал. В том и разница. Мне не нравится Смешко. Это цирк. Швец. Это цирк. Их продвигает Гордон. Я об этом сделал видео. Но когда вот эти вот с немытой головой сказали про Гордона маму, я посчитал долгом, я должен сказать это. Я должен как бы заступиться. Но когда кто-то трогает меня, Гордон же не вышел, не сказал, вы что, с ума сошли Елисевича назвать русским агентом? Он же никогда так не сделает. Это лицемеры. Лицемеры.
Так, спасибо. Спасибо за хорошие слова. Не получится так, что люди выйдут с жен не получится так, подождите. Не получится так, что люди выйдут с оккупированных территорий в коррумпированную Украину, которая тоже ничем не помогает людям. Значит, не получится. Мне нечем тоже похвастаться в этом смысле. Я вижу, что творится у нас. Импичмент Байдену теоретически возможен. Теоретически. Денис, появился инсайт, что информация СБУ на Крыжанівського слил именно ты. Я не утверждаю, просто нашла анонимное письмо в почтовом ящике. Вы дура. Все, что я могу вам сказать. Я информацию СБУ на Крыжанівського слил. Вот вы видите, друзья? Вы видите, что происходит? Я вам скажу даже больше. Вот это все делается специально. Все это делается специально. Сегодня один невменяемый такой же в Телеграм вот такие посты начал писать. Денис, срочное сообщение. Я у тебя оставил комментарий на YouTube-канале, мне позвонили с СБУ, начали спрашивать, или я тебя поддерживаю. Для чего это делается? Чтобы напугать других остальных людей. Я вам это просто прямо открыто говорю. Вот такие методы. Так, Денис, здравствуйте, из 72-й бригады ВСУ. Смотрим вас, зачем лезть на Бахмут, там могильник, мы против. Виталий Краснокукотский, спасибо вам большое. Вы один из тех людей, у меня большая поддержка среди военных, но каких военных, я уже рассказывал. Там есть, конечно, военные, которые где-то выступали и в медиа, но в большинстве в своем это добровольцы или по повестке, да. Это не те люди, которые раздают интервью направо и налево. Не медийные военные. Это люди, которые взяли руки в автомат защищать Родину. Конечно, они будут меня поддерживать, потому что завтра, дай бог, они вернутся с войны живыми и, дай бог, как бы без никаких там, да, там, потерь конечностей или чего-то еще. Они знают, что им жить в Украине. Они видят, что что-то идет не так. Они все адекватно оценивают. Им не надо махать шашкой и бегать искать виноватых среди гражданских. Они прекрасно знают, кто виноват. Что войны начинают политики, коррупция политики. У них не хватает дронов, в этом виноват не Елисевич, в этом виноваты политики и чиновники. Стадионы строит не Елисевич во время войны за ваши деньги, а чиновники и политики. Паразиты. Паразиты. Конечно, я среди таких людей военных пользуюсь огромной поддержкой. Естественно. А тому, кому надо на войне делать политику, те, конечно, будут обвинять гражданских, безусловно. Или которые себя нашли там просто. Конечно. Или кто посчитал, что это индульгенция на беспредел. И тогда, да. Богданева, спасибо. Денис, вы хотите немедленный мир, а что делать с людьми на оккупированных территориях, если заключат немедленный мир? Я только что 5 минут назад отвечал на этот вопрос. Вы точно присутствовали, я видел от вас комментарии. Я не знаю, что делать с такими людьми. Приглашать их, сделать коридор на территорию Украины. У меня нет других предложений. Я эти территории не сдавал. Я агентов в нашу власть и в спецслужбы не приводил. Чангар я не разминировал. Мариуполь я не бросил на произвол судьбы. Это не я знал, что будет война, и не предупредил людей. Да, скоро в Аргентине выборы. Первый тур или 22 или 24 октября. Денис, по поводу транзакций по карточкам понятно. Как вы думаете оформить сделки с крупным наличным кэшем? Да точно так же. Просто нужно будет пойти и безналом это оплатить. Если ты не заплатишь, будет штраф в 10-кратном размере. Суть в том, что я предлагаю такую налоговую систему и такие налоговые ставки невыгодно юлить. Что если попадешься, вжарят по полной программе. Смысла нету. Тебе нет смысла не заплатить, потому что нужна всем будет белая бухгалтерия и белая история. Потому что когда люди живут в белую, они все кредитуемые. Когда вы кредитуемый человек, вы можете планировать на годы вперед. У вас будет ипотека на 20-30 лет. В Украине за 32 года у нас ипотеки нет нормальной. У нас нет понятия кредитный рейтинг нормального. А он там для проформы есть. А такой, как во всем мире. Этого всего нету. У нас фондовый рынок, у нас ничего не сделано. В Америке
Все покупают акции. Вот я общаюсь, у всех есть акции. У всех есть акции. Это в культуре заложено, в финансовой культуре, финансовой грамотности. В Украине невозможно взять и купить акции напрямую. Вот невозможно. Про PayPal я уже рассказывал. Вы деньги не можете переводить. Даже без войны вы не могли просто за границу их перевести. Миллион ограничений. Ну, что это такое? Чтобы заниматься, чтобы покупать за границей, вам внешнеэкономическую деятельность открой, аккредитацию получи, а теперь тебе еще бухгалтер нужен, который умеет ВЭТ вести. И такого маразма нет даже в принципе. Первичной документации такого можно купить, договор не подписать, никаких актов выполненных работ. Вы понимаете? Эта вся каша нужна чиновникам. Чем больше документов, тем больше у них шанс поймать вас за одно место и сделать вас преступником. Денис Такер Карлсон, это понятно, Такер Карлсон. Я об этом 100 раз рассказывал. Он не русский пропагандист. Так. Дальше идем, друзья. Сейчас. Что еще хотел вам рассказать? Да, вы же знаете, да, эту историю, что будет повышение тарифов опять скоро. Все, это не называют либеризация рынка коммунальных услуг. Доллар сейчас отпустят, курс гривны опять упадет. То есть, вы видите, да, нефть, бренд дорожает. Значит, бензин скоро тоже поднимется в цене. Вот так вот. Все будет опять дорожать. Новая волна подорожания ближе к концу года, вот осенью. Сегодня видел заявление, не помню, кто заявил: если Россия будет бить по энергосистеме Украины, мы тоже ответим ударами по их ТЭС. И кто-то ждет, сейчас Россия испугается. Ну, то есть такое что-то. Знаете, чего я боялся в какой-то момент? Я сильно боялся, что люди же погибают нереально. Ну, колоссальные потери. Чтобы это не превратилось в пиар-войну. Вот почему я против Бахмут забирать. Потому что это никакой, я не военный эксперт, но я не вижу там никакой практической с этого пользы военной. Вот эти дроны по Москва-Сити. Ну, психологически, ну, там 100 человек заплакали в Москве. Нам с этого с вами что? Ничего. Это вот, ну вообще, ну, это, я не могу. Ну как можно медиа-войной заниматься? Денис, почему вы не на фронте? Это уже человек, который задал 5 или 6 вопросов. 7-й вопрос не знает, как спросить. Так. Не жили хорошо, незачем и начинать. Похоже на то. Здравствуйте, считаете ли вы Цензорнет объективным ресурсом? Нормальным ресурсом я считаю Цензорнет и работу Юрия Бутусова. А вот Джеки Риха выставляет у себя обложки к их видео. Там они его шутом Зеленского нарядили на обложке. Смотрите, караул, демократия в опасности. Значит, Зеленского нарядили шутом. И это во время войны. Это же аналог медведчуковских каналов. Это я сижу, думаю, ну хорошо, за бабки ты это делаешь. Ну ты вообще сама собираешься в какой Украине жить? Все время у Бога за пазухой, работая под офисом президента? У нас же война. Так это что, мы в этой войне виноваты? На стриме там 5000 человек. Я сомневаюсь, что сейчас смотрит тот, кто виноват в этой войне. Я сомневаюсь, сейчас смотрит этот стрим тот, кто отдал наши территории, поздавал, разминировал. Вряд ли, да? Скорее всего, эти люди находятся в другом месте сейчас, при серьезных должностях. Или просто с адвокатскими корочками в спортзал ходят и бизнесом собираются заниматься. И ни разу не вызван ни на какой допрос, потому что эти службы все под офисом президента, под Ермаком. Как вы думаете, после войны может Залужный сделать заявление по поводу военных, которые имеют претензии к гражданским? Я не знаю. Я могу вам сказать другое. После войны будет поздно. И это не совсем должен делать Залужный. Это Залужный может делать только с разрешения президента. Потому что это Залужный
важный человек, возможно, сейчас единственная наша опора среди военно-политического руководства, возможно. Но отец нации, лидер нации — это президент. Президент — это тоже вы легко можете проверить, не надо мне верить на слово. За 1,5 года ни разу не поговорил с народом и не обратился к народу как к взрослым людьми с честным каким-то заявлением. Текст, суфлер, который написал автор с 95-го квартала. Вы этому человеку собрались Нобелевскую премию мира давать? Мы собираемся войну так выигрывать? Выборы нужны как можно быстрее. Весной следующего года нужны выборы и выбирать нового президента. Не должен и не может Зеленский больше быть президентом Украины. Провалено все и везде. Вот это мое мнение. Это мое мнение. Как там говорит Зеленский в Америке? Мы ж за демократію воюємо. Ми ж не Путін, не Росія, у нас демократія. У нас демократия, только Данилов запугивает блогеров. Какая демократия великая? Вот в этом же и пакость ситуации. Уже давно западный мир, все знают, что Путин фашист. Что это человек, ну, это не европейской культуры человек, это не гуманист, ничего такого. Все это знают, все. Для кого-то секрет, что это беспредельщик? Нет, не секрет. И он таким себя никогда не ставит. Он на внутренний рынок может сказать, что у нас тут демократия, но это такое. Ким Чен Ын может сказать, что Корея чемпионы мира по футболу северная. Но этот же везде приезжает и рассказывает, что там же другое Россия. Мы ж тут свободный мир. У нас так, мы вообще, вы что? Я вот одного никак не могу, не пойму, почему всегда и во всем виноват народ. По-русски говорили «виноват в войне», Достоевского читали «виноваты», Цоя слушали «виноваты». Николай Орловский — это правильное замечание, это и есть отличительная черта совка и, в принципе, русского мира. В совке в чем же была главная фишка? Государство воспитывало людей. То есть воспитывало. В прямом смысле слова не родители вас воспитывали, а государство, воспитатели. Они должны были вас воспитать, потом они споили просто-напросто людей. Это же все тоже была технология, когда спаивали. Вот и вы пишете, там виноват. Так я почему и говорю, что военные должны осознавать виновников всего происходящего. Что когда военному что-то не хватает на фронте, это не гражданский виноват. Это политики и чиновники построили государство, которые не хотят защищать добровольно уже люди. Более того, это политики и чиновники и власть не создали профессиональную армию. Из-за чего этот вопрос так стоит. Войну допустили тоже политики, которые можно было избежать. И много и так можно продолжать бесконечно. Вот что самое главное осознавать. Как только людей стравливают между собой, всегда прямая выгода власти в этом. Это всегда выгодно только власти. Мне больше всего не нравится, я даже в помине не слышал через десятые руки, чтобы какой-то парень, который не воевал, гражданский, что-то предъявлял военному. Я себе эту картину не могу представить, даже если сильно пофантазирую. Ну как это гражданский идет по улице, видит парня в военной форме и останавливает, начнет его отчитывать. Кто эту мысль загоняет вообще в общество? Скажите, пожалуйста. Потом я читаю какую-то женщину, она пишет, вот, значит, мой муж приехал на 1 сентября, первый звонок, и мужчины смотрят на моего мужа, опускают глаза, вот, не уважают. В чем неуважение? В чем неуважение? Во-первых, сейчас люди зашуганы ТЦКшниками. Гражданский человек не всегда может в первые 5 секунд отличить ТЦКшника от военного. Второе, может быть, кому-то стыдно, что он не на фронте, он в гражданском, человек воюет. Почему кто-то опустил глаза является признаком неуважения. Но она уже накатала такой пост, выставила в Facebook. И опять, вот это эти уклонисты. Хорошо в ресторанах сидеть. Зачем ты стравливаешь? Твоему мужу что, подошли, кто-то гадостей наговорили? Да, нашу культуру надо вводить, как в Америке. Видят военного там, хот-дог покупаешь, стоит военный, спасибо за службу. Это как в культуре заложено сказать, понимаете? Хотя на Америку никто не нападал. Просто спасибо за службу. Ты там точно выполняешь задачи, которые являются частью безопасности США. Что я здесь сейчас спокойно в красивой одежде стою, покупаю хот-дог в красивом месте.
Благодаря тебе. Давайте у нас культуру это вводить. Спасибо за службу. И чтобы военные это адекватно воспринимали, я вот что предлагаю делать. Искренне, не просто на фонарь, а искренне, что мы все благодарны за службу. Это ж правда. Нет, запускаются какие-то другие нарративы, как эти любят говорить. Но честно, я впервые такое слышу. Марк Милли пошел в отставку, слава богу, да. Меня не интересуют замы Умерова. Вот не интересуют. Денис, дуже прошу прокоментуйте, подскажите, что отвечать порохоботам с позиции «порох личный враг Путина», при нем войны не было. Вам не стоит ничего отвечать и ввязываться в эти дискуссии. Вы никогда ничего не докажете ни порохоботам, ни зелеботам. Это трата вашего времени и нервов. Это то, почему многие не понимают. Вот забанишь 2 человека за весь стрим, читаешь в комментариях, ты всех банишь. Или там ты банишь инакомыслие. Думать нельзя по-другому, чем ты. Ну, приходит мне человек в комментариях и говорит на черное-белое. Он считает, что должен его переубеждать, тратить на это полчаса. Нет, я для таких людей это не делаю. Я повторяю, я делаю это для тех, кто разобрался, для единомышленников и для тех, кто хочет разобраться, а не для симпатиков себя. С кастрюлей на голове я не буду помогать, откровенно говорю. В розовых очках не буду помогать, пока у вас не появится желание. Тысячи людей мне пишут: я тебя чуть ли не ненавидел, а теперь я твой спонсор канала. Тысячи. Это десятками каждую неделю. Вот ты так, но я 5 раз подписан. Это ж не раз и не 2, это сотни раз я такое читал. Все. Що ви думаєте по поводу програми реформ від Америки? Це не програма реформ, це Филькина грамота. Я там такое повычитывал. Ну вот, например, я вам скажу, что такое реформа и что такое профанация. Реформа — это, как я говорю, закрыть налоговую, ввести налоговую систему, где налог изымается в момент транзакции. То есть либо налог с продаж, либо налог с транзакций. С четкими цифрами. Я предлагаю там от 7 до 10% налог с продаж. Если это налог с транзакции, надо считать. Ну, наверное, 1% надо ставить или 0,75. Что-то в таких пределах, там плюс-минус надо чуть досчитать. Концепция, главное, есть. Что написано в тех документах? Навести порядок в наблюдательных советах государственных предприятий. Или там принять дополнительно 3 человека от Америки в наблюдательные советы. Вы вводите от Америки, хоть не от Америки, хоть 50 человек в наблюдательный совет Укрзалезницы или Нафтогаза. Это коррупционные кормушки, это кошмар. Укрпочта — это кошмар. Все государственное — это кошмар. С наблюдателями США или без — это кошмар. НАБУ ничего не сделала. САП не работает — это кошмар. ДБР — ручная служба Ермака. СБУ под Ермаком. Пока СБУ кошмарит бизнес, любые рекомендации нет. Отрезать экономические полномочия оттуда. Вообще отрезать спецслужбы от власти. Это должна быть отдельная структура, где люди сконцентрированы интересом Украины, набраны по другим принципам, чем сейчас. Вы понимаете? А вот это вот там либеризировать, там поднять, там опустить, там формулировка улучшить там что-то там. Вот улучшить бизнес-климат. Вот нам его и улучшают 32 года, этот бизнес-климат. Это просто профанация, прямо вам говорю. Это вот это типичный почерк демократов. Если вам вот это демократическая партия США так работает. Ваше мнение, будет ли шатдаун в США? Как это повлияет на режим Z? Я не знаю, будет ли шатдаун в США. Это повлияет точно на подготовку F-16. Если он произойдет, шатдаун. Анна Крист, спасибо. Так, вот зашел, я не вижу, Фрел подарил спонсорство многим. Спасибо, Фрел. Друзья, поставьте лайки. Это важно. Кто не подписан, подпишитесь здесь на Ютубе обязательно. И подпишитесь в Телеграме. И поехали дальше по темам стрима, раз у нас стабильный интернет.
Так, вот прийшла новость. У Сербії праву руку Баканова посадили за відмивання грошей. Суд у Сербії на рік ув'язнив за відмивання грошей екс-генерала СБУ Наумова. За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення. В Україні Наумову оголошено 2 підозри у привласненні розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та шахрайстві збитків державі в розмірі понад 3,2 мільйона гривень. Також його підозрюють в сприянні російським військам в захопленні ЧАЕС. Вот смотрите, а Баканова ни разу не допрашивали. Данилов об этом ничего не хочет рассказать. Ему надо лысыми и бритыми блогерами заниматься. Ну, это такое все. Понимаете? Я вам вообще скажу так. Я даже задумываюсь поменять концепцию канала, потому что я уже столько о них всех сказал. Я просто должен как-то аудиторию постепенно перевести чуть-чуть в другое русло. Вот мне уже даже о них говорить неинтересно, вы понимаете, в чем дело? Просто каждую неделю они выдают такой перл, но я же не могу, это все об этом говорят, я буду молчать. Тяжелая ситуация. Давайте закончим тему с Коломойским, что у меня здесь это записано. И вот кем себя обставил Коломойский? Дубинский, Мосейчук, Игорь Цыганик. Ну что это такое? Они даже в суд не могут прийти, за него постоять нормально. Это Ткаченко пришел, еще один человек, ни рыба, ни мясо. Никакой. В общем, вот вам и все. Вот вам и миллиарды, и все остальное. Вот так ставки делают наши олигархи, а потом сами за это страдают. Могла быть в Украине другая судебная система? Могла быть. Потом сами попадают в эту ловушку. Андрей Луганский мне не интересен, прекратите мне про него задавать вопросы. Теперь хочу обратить ваше внимание еще раз в контексте Данилова. Отслеживаю выборы в Польше. Отслеживаю деятельность партии «Конфедерация». Эти молодые парни, которые ее возглавляют, пишут очень жесткие посты в соцсетях. На своих митингах, выступлениях очень жестко высказываются. А сегодня он там выставил фотку, где он там то ли на заправке, то ли в кафе пьет кофе и там что-то рассуждает. В хорошем настроении, и я так сижу и думаю, а если бы я вел предвыборную кампанию, находясь в Украине, и говорил так же, как я говорю сейчас, но находясь в Украине. Ну вы представляете, что бы уже со мной сделал Данилов, Зеленский, Ермак? Вы себе на секунду представляете? Но в Польше человек спокойно чехвостит власть и ведет предвыборную кампанию. Нет проблем. У него другие взгляды на государственное управление Польшей. Это цивилизованная страна, цивилизованное общество. Все нормально. А у нас 90-е продолжаются. Свести счеты с кем-то благодаря властью, натравить спецслужбы. Ну какой следующий шаг? Наемное убийство. Вот подумайте об этом просто на досуге. А сколько Украине ждать ленд-лиз? Денис, можете что-то сказать? Нет, не могу ничего сказать. Масичук спрашивала это у Данилова. Он сказал опять, я посміявся просто, говорить, безоплатно. Ми отримуємо зброю безоплатно. А ленд-ліз це, можливо, пізніше візьмемо. Коли пізніше? Я задаю питання. Коли пізніше? Коли 500 000 жертв буде? Чи втрат, чи коли? Коли пізніше? 1,5 года йде війна. Безоплатно. Конечно, кто-то пусть погибает в окопе. А мы безоплатно пока берем. Замечательная история. Кого на выборах выбирать? Давайте только без ваших обзываний спасибо. Давайте без давайте на моем канале на выборах выбирать меня. Про какие обзывания вы говорите, я не знаю. Так. Так, благодарят Мариночка Семишин, благодарю. А за что? Да, Марина подарила 10 спонсоров. Спасибо большое, Марина. Я не заметил. Спасибо большое, увлекся. Спасибо, спасибо большое. Да, видите, люди поддерживают канал, и власть, что она недооценивает?
Кто бы меня смотрел, если бы я говорил вещи, которые не имеют ничего общего с реальностью? Вот если я бы сейчас задвигал какую-то дурь здесь, и у них такой нарратив есть у власти, страшный, я считаю. Вот Джакириха все время, это Джо Корыня. Джо Корыня постоянно пишет: они ни слова не говорят против русни, только атакуют президента. Я просто поражаюсь, какой там мозжочек этот тупой. Тупой, хотя она рассказывала, что она классики много в жизни прочитала. А зачем мне песочить Путина спустя 1,5 года открытой войны, спустя 10 лет после аннексии Крыма и Донбасса? Вот какой в этом, это контрпродуктивно просто. Ну, сидел бы сейчас рассказывал, Путин такой-сякой, завтра умрет от рака, через 2 года Россия распадется. Какая с этого практическая польза для ситуации в Украине? От этого бизнес легче сделать, работу легче кому-то найти, самореализоваться, жить легче стало. Какая от этого практическая польза? Вот это и есть русский мир. Потому что Скобеева, Соловьев и вся эта шваль пропагандистская днем и ночью 90% эфира Украина, 10% США. О делах России не говорят. Знаете почему? Потому что там нечего обсуждать. Там как царь скажет, так и будет. Что им обсуждать, если все зависит от царя? Вот эти Джо Корыни и все прочие, кого я сегодня упоминал, они все хотят русский мир в Украине. Они хотят, чтобы царь Зеленский, Корниенко прямо сказал, царь Зеленский, чтобы сказал, и все, и обсуждать будет нечего. И тогда, конечно, мне придется, наверное, говорить, но мне Россия неинтересна, буду про Америку или про Польшу рассказывать, или про Испанию, про Италию, про Аргентину, в конце концов, про Хавьера Милея, про Сальвадор. Вот это русский мир. Вот это агенты Кремля, сознательные и несознательные. Вот они, которые хотят нам навязать так, как живут в России, которая напала на нас. Почему я говорю, сейчас дай Зеленскому столько ресурса, как у России, и ядерку, я не знаю, что ему придет в голову. Я не знаю, это опаснейший человек в этом смысле. И этим всем красавцам. И вообще, чему радоваться? Чему радоваться, объясните мне? Что для нас самый лучший расклад — это что-то приближенное к границам 91 года? Так оно наше было. Если бы не ваша деятельность, как... Ой, я не хочу уже просто. Нужно давить государство, делать правильные вещи, потому что выборов не будет, мое мнение. Даже, давайте я скажу еще больше. Если представить, что выборы будут, и я в это не верю, но вдруг победит Зеленский, это же не значит, что мы с вами должны поднять лапки и сказать: все, ну все, больше не сражаемся. Зеленского ждет плохой конец в любом случае. Просто от него зависит, насколько это будет плохой конец и когда. Если пойдет на выборы и победит, через 5 лет ужаснейший конец. Ужаснейший конец. А может даже и раньше 5. Если не пойдет на выборы, ну есть шанс, что проскочит еще. Так, как Ющенко, кстати, попесочит впредь, через год все забудут. Вот что я могу сказать. Украина — это не Зеленский, и Зеленский не Украина. Украина — наша родина, наша земля. А Зеленский — случайный президент, который творит дичь на посту президента, который ничего общего с демократическими, демократия уже опороченное слово, с нормальным обществом западным ничего общего не имеет и не понимает. Яна, так это правда? Ну, а кто же меня сейчас может смотреть? Единомышленники и те, кто хотят разобраться, это правда. Вот сейчас тут люди в спор затеивают в комментариях, типа, выиграет Зеленский, не выиграет, сколько процентов. Я хочу вам сказать одно. Большая ошибка думать, что мы с вами в меньшинстве. В меньшинстве думающие люди. Но я рассказывал, что ненавидят все и Гетманцева, и Ермака, и Шмыгаля, и Марченко, и Данилова, и ненавидят. Их всех привел Зеленский. Как вы после этого можете говорить, что за Зеленского большинство? Как? Нас с вами 80%. Нас с вами 80%. Если вы сядете отдельно поговорите с вашим окружением, то вы это все увидите. Потому что мы в большинстве с вами на самом деле. А остальные нас не интересуют.
Выборов не будет, что вы фантазируете? Ну, что вы тогда у фантазера делаете на стриме? Не будет, так вам же хуже. Вы так это радостно написали, так вам же хуже. Сергей, спасибо. Новый спонсор канала, спасибо. Друзья, кто не подписан здесь, подпишитесь. И в Телеграм подпишитесь, ссылка в закрепленном комментарии. Денис, как вы относитесь к тому, что говорил Балашов, что нужно поменять Конституцию на американскую, например? Я всегда с первого дня канала говорил, что нам нужно брать за основу американскую Конституцию Джефферсона. Диана Деркач никак не успокоится. За слова ответить можете или только оскорблять? Вы в своих 2 роликах сказали, что Крыжанинский — ручная оппозиция Ермака, созданная им самим же. А теперь говорит, что он городской сумасшедший. Про Крыжанинского снят ролик в самом начале. Вообще не знаю, зачем мы сегодня про него говорим. Про Крыжанинского снят ролик в самом начале. Я сказал там свою позицию. На одном из стримов я предположил, мне дали кое-какую информацию, что у Ермака и офиса президента сейчас технология создавать ручных оппозиционеров, активистов, которых они потом используют в борьбе с местной властью. Например, с Кличко, например, с Садовым. Вот что я предположил, что может быть таким Крыжанивский, потому что его там уже понесло во все тяжкие, что Ермак дилер кокаиновый Зеленского, ну уже крыша поехала. Вот что я предположил. Ваш этот кумир Крыжанивский, уйдите с моего канала. Все очень просто. Оно надо было этому Крыжанивскому на старости лет. Еще действительно в тюрьму попадет. Так. Дальше идем. Дана Скали снова появилась, тоже надарила кучу спонсоров. Большое спасибо. Дана Скали в очередной раз. Да Дикси Нормус еще некий аноним, я только могу догадываться, кто это. Уже который стрим дарит, ну, донатит на канал большие деньги. Вот сегодня $200 задонатил. Ну, зачем поддерживать мой канал? Это не меня, это мой канал. Зачем поддерживать мой канал, если я здесь говорю полную чушь? Значит, наверное, что-то людям близко от того, что я говорю. Значит, многие тысячи, десятки и сотни уже тысяч чувствуют что-то подобное, что чувствую я. И сейчас между мной и Арестовичем в плане популярности, я вам скажу, почему у меня сегодня нет такой популярности, как есть у Арестовича. Он в медийке лет 15. Я в медийке 1,5 года. Он просидел в телемарафоне на пике войны. Это каждый второй смотрел, если не все, телемарафон. Он был в телевизоре. Сегодня у Арестовича 100% узнаваемость. У меня, может, не знаю, 5%, дай бог, будет узнаваемость. Ну, может, благодаря ТикТоку 10 там активисты нарезают, распространяют. Ну, 10 это, а может, и 10 не будет. То есть, чем больше людей меня увидят, тем больше нас будет сторонников. Все очень просто. Если у меня сейчас не хватает сторонников, то это только потому, что у меня не хватает узнаваемости и популярности. Значит, кто-то меня еще не слышал. Меня не так важно видеть, как слышать. 150 друзей аргументируют, что Порох враг Путина. В этом есть какая-то правда? Прошу 2 слова конкретики, что он никакой не враг. При Порохе могло же быть такое случиться или не могло, подскажите. Рассказываю. Порох не враг Путина. Порох, скорее, если так рассуждать, друг Путина. Но Порох лучше президент для Украины, чем Зеленский. Я на 100% уверен, что Порох бы не допустил войну. Вот мое мнение. Подчеркиваю, голосовал я за Зеленского, не за Порошенко. Я не голосовал Порошенко, когда все визжали от Натуровой во времена АТО и кричали, если не выбрать Пороха, Украины завтра не будет. Мы эту всю истерию уже проходили. Сейчас этими же технологиями пользуется окружение Зеленского. Что если Владимир Александрович выборы проведет, а если еще его не выберут, то Путин нас завтра захватит. Не захватит нас Путин. Никогда уже. Поэтому если завтра меня спросят, кого ты будешь поддерживать, Зеленского или Порошенко, если представить, что я не выдвигаюсь, то, конечно, я поддержу Порошенко, естественно. Другая ситуация меня удручает. Почему я должен все время, всю жизнь выбирать худшее из двух худших? Худшее из зол, меньшее из зол. Я предлагаю от этого отказаться. Пора выбрать то, что мы хотим, а не меньшее из зол. То, что мы хотим.
А то они заходят на 5 лет, а наша жизнь заканчивается. А удивительно, они только богатеют. Что по поводу СМИ? Когда подкаст с Тарасом? Это все будет. Я не живу в "Ютубе". СМИ — нелегкая задача. Я вот выставил пост недавно. Почему я выставил пост? Понятно, что сайты по поиску сотрудников — это главное. Я выставил в Телеграме пост. Если есть журналисты, модераторы, кто может там, с 30-40 минут несколько интервью в день провести для канала, пришлите свое резюме. Там 2 человека написало, вопросы, чушь на чуши, чушью погоняет. Просто чушью погоняет. Я просто думал, что, может, меня смотрит человек, которому близки эти идеи, потому что важна же идеология. Если человек фанат Зеленского, он не сможет работать. Который сможет создавать контент, интервьюировать каждый день, 5 дней в неделю. Вот такие люди мне сейчас нужно, таких несколько человек. Не, я знаю, что вы не с претензией, я просто вам отвечаю. Просто от того, что вы спрашиваете, я уже это говорил, процесс не ускорится. Джеральд, спасибо. Как думаете, есть ли шанс Украины в ЕС? Я не уверен, что нам нужно ЕС. Видео отдельное еще впереди. Все время, знаете, каждую неделю что такое случается, что приходится те видео, которые запланированы, откладывать. Что есть вещи, которые, если ты сегодня о них не расскажешь, завтра это уже не актуально. А я не скрываю, мне нужна аудитория. Мне нужна аудитория. Да, я это не скрываю. Зачем в Канаде разыграли этот цирк с ветераном Галичины? Я не знаю, что там было цирком. Там была катастрофа, а не цирк. Нам потрібен союз с Польшей. Уже союз с Польшей, по крайней мере, при Зеленском невозможен. Этот человек ищет врагов. Его присадили на страх, я рассказывал. И он ищет врагов. Мало того, что он ищет врагов в таких людях, как я. Хотя вот вы посмотрите с Любарским интервью, вы думаете, я что, в Украине во время войны не смог бы производство никакое организовать? Если бы это было нужно государству. Мог бы я это сделать. И много других качеств, каких я мог бы полезен государству. Вы думаете, я сейчас не смог бы для малого среднего бизнеса чем-то заниматься, концептуальным? Во время войны? Да смог бы. Решить многие полезным быть государству в такой тяжелый момент. Нет, надо всех выключить с политического процесса, найти врагов внутри, а теперь уже и снаружи. На саммите НАТО враги, Дуда враг, Польша враги, Бен Волос враг, все враги. Кстати, по моей информации, помните, Зеленский сказал такую фразу в ООН в самом начале, типа, мне стало известно, что за моей спиной кулуарно ведут переговоры. Мне сказали, что это он про Риши Сунака, про Великобританию. Видите, как с Риши Сунаком они обнимались, а потом резко вообще пропало высказывание Риши Сунака про Украину, как будто бы они уже не друзья. Мне сказали, что это он про Великобританию, что Великобритания ведет какие-то переговоры мирные. Хотите мое мнение, я буду только рад. Так, Диана переключилась с Крижанівського на Любарского. Я понял. Вы мне про Латвию вопросы не задавайте. Я к Латвии, если бы я был гражданином Латвии, я бы занимался Латвией. Меня Украина интересует. Да я 100% за то, что мы хотим. Разоблачите мои дурные предположения, что вас немного порох спонсирует. Если теоретически на выборах порох и все остальное, вы скажите топить за пороха. Вот и Алексей Курган еще и спонсор канала. Вот в чем я благодарен тем людям, которые как меценаты дарят спонсорство, но вот вы можете подарить спонсорство, к сожалению, такому нехорошему человеку. Вас немного спонсирует порох. Это потому, что я сегодня сказал, что порох лучше, чем Зеленский президент. И 30 раз подчеркнул, что я голосовал за Зеленского. И даже перед этим не за Пороха, когда Порох в первом туре победил. Вот и всё. Меня спонсируют. За 1,5 года кто меня только не спонсировал, но никто не сказал адрес кассы. Где эта касса, там меня ждут уже большие деньги. Ну, по себе судят люди. И по себе, и в принципе тут как бы меня это просто, я не обижаюсь, меня это просто злит.
Потому что мои ж друзья, знакомые, люди, с которыми я общаюсь, они же меня знают. Понимаете? И их уже это тоже злит. Они говорят, ну просто сумасшедшие. Но в чем обидно? Вот действительно, такие как Гордон, Влащенко, они бы слова не сказали, если бы у них не было личного интереса. А мой интерес личный тоже есть. Украина, в которой я хочу жить, такая, как я хочу, цивилизованная, с такими привилегиями и ценностями, которые мы видим сейчас с вами все в западных странах, в которых многие из нас оказались. Вот в чем разница. А люди не могут понять, что, блин, есть такие люди, их мало, но они есть. Почему мне неприятно то, что сказал по ошибке Любарский? Потому что, я говорю, у нас такой маленький пул, тех, кто по одну сторону баррикад, нас буквально 4,5 человека. И если мы сейчас будем между собой, то, вот, понимаете, я же говорю, мне ни с подписчиками никогда не было западло поделиться, ни прорекламировать никого. Всегда открыто за Гордона заступился, который со мной не в одном пуле, к сожалению, или я с ним. Но другие так не считают, к сожалению. Ну, есть такие люди, они так не считают. Ксеркс, спасибо вам большое. Продолжаем дальше. Ну, да, ясно. Денис, не хотите пойти в телемарафон, там сказать правду без предупреждения? Вот. И такие люди наивные еще есть. Так, Херсонскую область, правую сторону обстреливают авиабомбами, стирают с лица земли. Я вот это и про Херсон отдельная тема. Вернули мы Херсон, но Херсон сегодня это лотерея. Ты никогда не знаешь, ты вернешься домой, если ты вышел, или ты не вернешься. Чиновники местные в Новой Каховке, я не помню, что они, может кто-то помнит, что они в Новой Каховке там собирают, клюшки, да, на 2 миллиона гривен закупать. Я после этого плохой? И после этого вы опять можете говорить про старых кандидатов в президенты? Вы так дальше жить хотите? Но ведь в чем несправедливость? Что даже сами люди не понимают вообще. Вот я в Херсоне, когда приехали им за ночь, когда объявили там этот комендантский час на 2-3 дня, власти взяли, привезли эскаваторов, поломали людям мафы, предпринимателям. Я это опубликовал, я их поддержал. Эти мои видео набрали 250 тысяч в ТикТоке, 50 с чем-то тысяч в Инстаграм. Я об этом рассказал на стриме, я об этом сделал видео. Короче, не знаю, может 1400 просмотров, а моя аудитория 83% из Украины. То есть 73% из Украины, там 4 Германия, 3 Польша, там 2 США. То есть, понятно, это украинцы все. И даже из России, там те 5%, которые у меня есть, я уверен, это все украинцы. Потому что, кто не знает, в России сейчас украинцев где-то 700-800 тысяч осталось все равно. Это много. Это очень много. Вот. И они там, может, как-то и приспособились, и все остальное, не хотят там, но они что в душе интересуются Украиной. Я, по крайней мере, так надеюсь. Это оказались сейфоповцы. И уже их вождь Доротич сказал, что Елисевич плохой, и они сами начали меня обливать грязью. И эта женщина, которой я это видео и просил в оригинале, она меня первой грязью и облила. Поэтому я хочу, друзья, вас сразу предупредить. Я хорошо выучил историю. И последние примеры с Навальным и Саакашвили я тоже хорошо выучил. Я вам благодарен, но я никогда не буду на вас рассчитывать. То есть я никогда не пойду слепо, ой, вот меня народ поддержит, я попру, я сделаю. Не поддержите, не выйдете, не отобьете. Я этот урок усвоил, я на это не рассчитываю. Поэтому мы идем с вами цифровым путем. Спонсором канала Руди Бауэр 12 евро. Спасибо большое. Вот такая вот история. Мариуполь закупили жалюзи в онкодиспансер. Вот вам наше государство. Это русский мир. Вот он. Денис, у меня юноша знакомый, лет 16, начал разбираться и против зелья. Хорошо. Может, не очень хорошо, что он политизирован в таком возрасте. Ну, поскольку сейчас такая жизнь, да. Вообще-то хорошо. Вообще-то хорошо. Что думаете о телеграм-канале Лачен Пыше? Лачен — это маленькое ничтожество. Маленькое, ничтожное, невоспитанное ничтожество.
Так, а я говорил, что Доротич агент правительства. Он не агент правительства. Он может и агент, но не правительство. Денис, я в вас верю, если не вы, придется всё продавать и уезжать. Спасибо, спасибо. Но я вам не советую ставить на кон, свою жизнь и свою судьбу. Арестович первый раз в жизни столько денег заработал, и уже отъезжает крыша. Он на своих курсах зарабатывает хорошие деньги, зря вы так. Я там тоже как-то пост написал. У меня была мысль там какие-то онлайн платные мероприятия провести, там какими-то знаниями поделиться, что-то полезное. Потом я передумал. Просто для того, ну, мне как-то это не идет внутренне. Ну, не идет оно у меня внутренне. Вот таких, как Арестович, оно просто прет. Он запросто может вам втюхать 10 уроков, каждый по $100, как правильно читать, как правильно спать, как правильно общаться с женой. Вот сейчас он уже на тему секса залез. Видите, надо, как это сказать, чтобы YouTube не лишил монетизации. Провести половой акт, а потом задушить. 3 года не разгибать пальцы. Вот вам Арестович. Я еще раз вам подчеркиваю, такие детали, о которых мы с вами, нормальные люди, даже не задумываемся, это маниакальная история. Почему ты игнорируешь вопросы, которые тебе неудобны? Это комментарий, который мы с вами уже раз 5 или 6 читали за последние полгода. Самый тупой комментарий. Вот даже то, что мне платит Порошенко, это не тупой комментарий. А вот это, ну, тупейший комментарий. Сказать человеку, который каждую неделю на стримах 2 часа, что у меня есть неудобные вопросы. Хорошо, ищем инкогнито, инкогнито. Ищем, ищем, ищем. Вот я уже отлистал вопросов 100, и я не вижу никакого вопроса от этого инкогнито. Я для чего трачу на это время? Чтобы вы видели уровень моих хейтеров. Никто по существу ничего не написал. Он не знаю, я ж не буду начала стрима. Нету. Нету, от тебя даже удобного вопроса нету. От тебя только тупой комментарий, к сожалению. Так, Денис, как думаете, что ждет гривну в следующем году, учитывая тот факт, что в бюджет Украины на 2023 год заложен курс 45 гривен за доллар? Гривна упадет. Так было всю историю гривны. Так будет. Если вдруг Америка перестанет нам помогать так сильно финансово, гривна взлетит вообще до небес. Ваши мысли по Терехову такие, как и про всех мэров в Украине. А про мэров прифронтовых городов я знаю очень много интересного. Я вам намекну, это не мой герой. И не герой Украины, тем более. Пишут, Зеля закупает 1000 автозаков для кого-то. Ну, что значит Зеля? Президент ничего закупать не может. Копайтесь глубже. Не может президент закупать. То, что закупаются автозаки, это правда. В целом в Украине закупаются автозаки. Чистая правда. Я видел сам эти тендеры. Денис, видели новость? Глава миграционной службы просит другие страны не интегрировать наших людей у себя. Да, это называется биполярное расстройство государства. У Украины, у государства Украина, к сожалению, нашему с вами, биполярное расстройство. С одной стороны, они сами говорят, валите отсюда, кому не нравится политика, это сказал Подоляк. Арахамия сказал, что мы накажем, мы будем пытаться, насмешил людей, мы будем пытаться, как это называется, когда с другой стороны высылают на родину. Короче, депортировать, там все, что угодно сделать украинцев с других стран. Министр МВД говорит, будут наказывать. Там еще кто-то сказал, будем наказывать точно тех, кто не так выехал. И в то же время они вставляют палки в колеса в других странах, чтобы не было программ. Только другие страны слушать никого не будут. Сейчас у всех стран мира одна задача — затащить на свою территорию людей. Всем нужна рабочая сила, тем более образованная и с европейским менталитетом, из европейской культуры. Вот и все. Я думаю, что для Зеленского самый лучший вариант и для его шоблы — это мигранты. Вот мигрантов не будет интересовать Украина, они не знают нашей истории. Они что, знают, кто такой Вячеслав Черновол? Не знают. Они знают, кто такой Кравчук, и как так получилось, что выбрали Кравчука? Не знают.
Они знают, что натворил Янукович, тоже не знают. Им это все не им вообще идеально. Пришли, сделали работу, за тарелку супа получили, и отлично. А украинцы, которые могли сделать и могут Украину великой, пусть валят с Украины. А может, еще в тюрьму кого посадим. Так, блин, вы представляете, сколько вы человек обидели безоснованно, безосновательно, вы, наверное, имели в виду. За вас двумя руками мне не дарили спонсорство. Если вам не дарили спонсорство, как вы можете говорить, что мне доплачивает Порошенко? Вы, если бы я был обидчивый, не думайте, что вы этим обидели бы меня? Это мне, знаете, напоминает такую ситуацию. Экстрадиция, да. Что-то в голову вылетело из головы. Вот эта вертикаль, АПшный телеграм-канал, написал, что я глава русской пропаганды, все остальное. А у меня давно уже была обложка и идея сделать на себя разоблачение. Тут случай подвернул, я записал видео разоблачения на себя, выпустил. Оно нормально просмотров собрало. И 90%, ладно, 70% комментариев. Денис, ну, типа, не принимай близко к сердцу. Ну, зачем ты оправдываешься? Обо мне мало информации. Я не так часто делаю видео о себе. Но самое главное, что такие люди, которые, может, не со зла, но, во-первых, это не совсем корректно, потому что вы меня унижаете такими комментариями. Вы даже это сами не осознаете, многие. Я знаю, как работает медиа. Вы не знаете. А медиа работает следующим образом. У вертикали много подписчиков. Пост обо мне собрал, по-моему, 130 тысяч просмотров. Из этих 130 тысяч меня в лучшем случае знает 1040. 90 тысяч меня не знает. Из 90 тысяч, может, 20, 30, 40 пойдет меня погуглить. И вот когда они меня где-то там в Ютубе или в Гугле вобьют, они нарвутся сразу на это видео. И хотя бы что-то обо мне услышат правдивое. Понимаете? А если я этого не сделаю, то они сразу сделают вывод. Ведь на кого это рассчитано? Вы думаете, это рассчитано на дебилов? Конечно, в первую очередь на них. Но люди наши как живут? Мельком увидел, что Елисевич русский агент, у него это навсегда отложится в голове. Понимаете, как это работает? Вы думаете, для чего это пишется? Уже все, он уже всегда, пока он не разобрался, кто я, а на это не каждый захочет потратить время, согласитесь. У него же я буду скомпрометирован. Такие дела. Одно не учла вот эта вот шваль вонючая, которая сейчас захватила у нас власть. Ну как захватила? Мы все время оговаривали, что захватили. Мы сами и дали, но мы не думали, что они будут такое творить. Они теперь уже захватили и нас подвинули. У меня соцсети, Ютуба не было, но соцсети были до войны и до Ютуба. И вот тут они уже никак не переиграют. Чем прекрасны соцсети? Что из песни слов не выкинешь. И когда человек покопается, если вдруг кто-то серьезно займется, покопается обо мне, а тут ему говорят, что я русский агент, а тут они видят, что более проукраинского человека они еще в жизни не видели, то обосрался офис президента. Ну, прямо говоря. Оклеветали. Но я говорю, они это обожают делать анонимно. И страной они тоже управляют в Телеграм и анонимно. Это еще в какой стране через телеграм-каналы угрожают народным депутатам, министрам и всем остальным? В какой еще стране мира такое есть? И эти люди, то ли они больные на голову, они что, искренне верят, что так можно построить нормальную страну? И разве тут война в этом виновата? Да не, на самом деле они хотят здесь порядки русского мира навести. Просто они у власти. Не Путин, а они. И все. И с поддержкой Запада. Дают бабки, которые можно распилить. Денис, как думаете, насколько вероятно, что будут проблемы с возвращением в Украину у тех, кто выехал незаконно? Я надеюсь, что в конце концов они объявят полную амнистию. Но видя, что это люди неадекватные, я этого уже не гарантирую вам, и не обещаю, и не прогнозирую. Денис увидел только что Центрнет выставил, что Иран будет давать России ракеты. Так это давно известно. Сейчас самое страшное, что научились делать шахеды, эти дроны, которые уже не будут как мотороллеры дырчать. Это я так думаю, как не военный эксперт, как человек, который просто имеет представление, что это в 2-3 раза усложнит задачу их сбивать теперь. Потому что там во многом есть реакция на звук.
Да неважно, кто пишет вертикаль, это все офис президента. И Джокер, и вертикаль. Напрямую. Дженни 474, спасибо большое. Друзья, поставьте лайки. Давайте 5000 лайков сделаем до конца стрима. В американских источниках пишут, что война на очень долго. Это ужас какой-то. Кира, когда мы устроили срочный стрим, который сейчас набрал уже 143 тысячи просмотров, и у нас был там установлен рекорд одновременно зрителей 9 тысяч было. Я первое, что вышел и сказал, что то, что я услышал, и то, что я увидел, я сразу всех предупредил. Друзья, война надолго. Сегодня я вам подтверждаю, война надолго. Я не могу, к сожалению, как бы не хотел дать никаких оптимистичных прогнозов. Война надолго. Балашов, вот, мне скинули, Балашов увидел там скорое окончание войны. Ну, я надеюсь, что он это говорит не просто, чтобы вразрез мне сказать, что он так действительно думает. А я говорю, война надолго. Вот и проверим. Я рад буду ошибаться. Очень буду рад ошибаться. Хто буде воювати, якщо війна надовго? Оце питання, яке мене теж дуже турбує. І це і є дуже велика проблема, і може бути катастрофою. Так. Есть люди, которые считают, что народ должен отдавать последнее на ЗСУ. А если вот я живу в общаге на 6 тысяч гривен, то я не всегда могу отдать 1000 на ЗСУ. Как вы относитесь к таким людям? Вова, классный вопрос. Я вам скажу, чтобы я вам какую-то, может быть, мудрость выдам. Не сочтите за неполиткорректность. Вот смотрите, в иудаизме есть такое понятие цдака. Это десятина. То есть ты должен 10 там, процентов своего дохода отдать там, ну, в синагогу или на благотворительность кому-то помочь 10%. Но говорят не больше 20%. От чистой прибыли. Вот вообще чисто то, что ты на себя потратил, допустим, $1000 в месяц, типа $100 должен отдать, но не больше 200. Потому что если дашь больше 200, ты навредишь как бы себе. И уже дисбаланс. Важен баланс во всем. Я думаю, что если у вас 6 тысяч гривен ваш доход, то вы моральное право имеете вообще не донатить на ЗСУ. Потому что вы сегодня по всем международным нормам за порогом выживания, скорее всего. То есть вас, по идее, в нормальном мире, ну, то есть в Америке вы бы умерли от голода, я вам прямо говорю. В Европе тоже вы бы умерли от голода. В Африке нет. Где-то в Азии, наверное, нет, в средней. В Украине еще каким-то чудом выживаете. Чтобы вы просто понимали. Вы точно ничего не должны и никому. 100%. Ваша совесть не должна мучить. Я вообще здесь отношусь больше как к вопросам причастности. 10 гривен кому-то сбросите, важно, что вы это от сердца сделали. Вы хотели поучаствовать. Так же, как спонсорство моего канала. Я говорю, там $1-2 в месяц есть эти кнопки такие. Кто может больше, пожалуйста, это на дело все идет. Это важно, что вы не просто уже мягким местом на диване с кофеечком и умные комментарии пишете или не очень. Вы уже причастны к делу. Вы уже что-то сделали. Вам уже не все равно. Вот что важно. Так и там. Но 6 тысяч гривен — это, извините меня, $150. О чем мы говорим? Вы ничего не должны. Я уже смело могу сказать, государство для вас ничего не сделало. А теперь вопрос. Захотят ли такие люди пойти добровольцами? Нет, не захотят. Защищают 6 тысяч гривен дохода? Нет. И это проблема лично Зеленского. Наша беда с вами, а его проблема. Потому что он 5 лет попрезидентствует. Дай бог пойдет во свояси, а у нас 5 лет жизни прошло. Так. Алина Галан пишет. Денис заметила... Сейчас. Денис заметила одну вещь за вами. В какой-то момент вы потеплели к Арестовичу, перестали поливать его, но теперь снова начали. Вы рассчитывали на коллаборацию с ним, но он проигнорил. В чем причина? Рассказываю вам. Уже сегодня рассказывал, вы, наверное, недавно присоединились. В начале стрима это было. Ну, в середине. Арестович дал интервью Гордону. Одно из последних, а может даже последнее. Я его разобрал. И назвал видео, его легко найти. Трансформация Арестовича.
Арестович, он сейчас начнет говорить правду я и захочет правдой на себя вытянуть пропагандами, контрпропагандами. Это всегда ложь, а правдой. Человек по факту. Я же вам сказал, если Гордон это ужасно, то, что делает Сопляндия ТВ, я выступил за Гордона. Лично с Гордоном не знаком. Вот. Здесь я тоже высказал, что это было про очередной пиар-ход. Это он эпатирует. Я уже понял, в чем его фишка. Иногда он говорит и полностью глупые вещи, не потому что он так считает, и супер умные, не потому что он действительно так думает. Он эпатирует. Он знал, что он сказал там много непопулярных резонансных вещей. Он создал просмотры, он создал хайп, он себя популяризировал. Я раскусил просто его стратегию. Вот и весь Арестович вам. Сейчас я его поливаю, а как я могу хвалить человека, который говорит, что нужно женщин душить? Вы хотели, чтобы я сказал, Леша, ты красавец. Нет, такое делать не буду. И этим было. Вы вот сразу к последнему, а там же было перед этим. У меня френд по Фейсбуку выставил фотку с Арестовичем и пишет: Арестович приехал в Нью-Йорк в составе украинской делегации. Это не публичный человек выставил. Я а при чем Арестович к официальной украинской делегации? На каком основании Арестович выезжает? Я проверил, у него трое или трое детей, но вроде дочка у него уже совершеннолетняя, то есть 18+. А выезжать может человек, у которого трое несовершеннолетних детей. А как он выехал? На основании чего? А какое отношение он имеет к официальной украинской делегации? Вы можете себе, короче, чтобы вас не утомлять ответом, но просто это важно. Вы представляете сейчас Елисевича в составе официальной украинской делегации? Нет, потому что Елисевич критикует и предлагает другое развитие Украины и другое управление государством. Полностью противоположное тому, что делает Зеленский. А Арестович говорит, что он против того, что делает власть, но он в составе украинской делегации. Он должен выйти и сказать, кто оплатил его пребывание там, что он там делает. Он там выставил у себя, или кто-то выставил в шортс, он рассказывает, я 2 часа в Америке объяснял, короче, что-то он там объяснял Америке 2 часа про Украину. И я их переубедил, я рассказал им, как у нас тут все устроено с Россией. Наверное, специалистам в Пентагоне вызвали Арестовича консультировать. Ну, то есть у чудака мания величия. Нельзя быть наполовину беременным. Если ты в оппозиции к власти, ты не можешь быть ни в какой официальной делегации. Если ты выездной, ты не можешь так поступать. Уезжай, как я, с Украины и рассказывай, какая власть плохая, но нельзя пользоваться плюшками и поливать власть. Я вам честно скажу. Если пользуешься плюшками, ты уже с ними заодно. Или ты против них, тогда не пользуешься плюшками. Вот в чем принципиальность позиций разных. Ви любите дивитись YouTube канал Анны Олицької. Я знаю, кто это. И она не так далеко от меня живет. Насколько я знаю, она живет в Майами. Это, не знаю, 10-15 минут на машине. Она просто живет там в русском комьюнити. Ну, в СНГшном там большинство русские. Я там не могу находиться физиологически. Она может. Она ведет YouTube канал. Она, думаете, не видела мой YouTube канал, или она не знает, что я тоже живу в Майами? Отлично это знает. Позвала она меня на интервью? Нет. Знаете почему? Только никому не рассказывайте. Вдруг придется вернуться в Украину. Надо с Зеленским нельзя ссориться. И вообще в политику лезть не надо. Это грязное дело. Грязное дело. Уже война пришла, сама же выехала, но в политику лезть не надо. Разве можно дать площадку для человека, у которого есть что предложить и новое рассказать? Ни в коем случае. Я буду обсуждать с участницей шоу «Холостячка» какую-то чушь, кто какие трусы кому поменял. Вот это вот так вот. Это то же, что делает Рамина. Я сделаю інтеграцію з Фаріон, тому що на часі хайп. Гроші заробимо з Фаріон. Обдуримо ще українців з казками якимись. Я же не сделаю интервью с Елисевичем. Зачем мне портить отношения? Я вообще, честно говоря, знаете, кого не люблю? Кто романтизирует войну. Я не был на фронте, но люди, которые мне передают, что там из первых уст,
Мне кажется, я ощутил все ужасы там. Ну как, не, слава богу, не все и не ощутил, честно скажу, слава богу. Но максимально приблизился к пониманию, что там. И я вам никогда не буду это романтизировать. А кое-кто крупный романтизирует это, ездит туда, снимает, романтизирует это все. Война — это страшно. Я никому этого не желаю. И не имею морального права никого гнать на фронт и не за границами 91 года. Да, мы вне политики, это точно. Так, друзья, напишите, вы меня услышали последнее? Потому что тут пару человек написало, что глючит стрим. Алицкая живет в Нью-Йорке, отдыхала в Майами. Да, ну, извините, отдыхала в Майами, но интервью она тоже записала несколько в Майами. Я это точно знаю. Как минимум одно. Но не со мной, она записала про трусы. Оненко. Мне вырезки иногда попадаются, там куски. Вот с Дацюком попало. Ну, согласен. Так, пишут, что стрим окей. Я на это ориентируюсь. Чуть сегодня дольше задержимся, поскольку начало сорвалось, мы потеряли время. У меня сейчас есть время, у нас не очень, поэтому. Но другие пишут, опять подвисает. Если подвисает, закончим. Напишите. Да-да, нет-нет. У меня все работает. Я зашел с телефона, у меня все работает. Так, сейчас еще просмотрю. Так, сейчас вопрос. Денис, очень правильные слова. Интересно ваше мнение, как работодатели будут относиться к людям, которые прошли через войну. Я не могу отвечать за всех работодателей. Я уважаю военных, кое-что делал и делаю для военных, то, что в моих силах, и благодарен всем за службу. И думаю, все работодатели остальные в Украине будут поступать так же. Я к этому призываю, я это убежден. Но это тоже двухсторонняя игра. Так, ну, по основным темам, наверное, сейчас буду отвечать на вопросы. По основным темам мы прошлись. И я тут тему с Коломойским никак не могу закончить. Как интересная ирония судьбы. Порошенко планировал посадить Коломойского, обанкротить, посадить. Коломойский взращивал Зеленского и сделал президентом, чтобы наказать Порошенко, не дать стать президентом, короче говоря. И по иронии судьбы Зеленский посадил Коломойского. Вот так в жизни бывает. И война показала правильность вот этой фразы. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я думаю, что меня все, кто на стриме, сейчас поддержат. Максим Лесовой, спасибо. Так. Навального не буду долго обсуждать. Я не фанат Навального. Не фанат Навального. И не фанат семьи Навального, я больше вам скажу. Поведение семьи Навального на церемонии «Оскар» меня удручило просто. В шоке был. Так. Денис, скажите, пожалуйста, почему власть так нагло ворует? Имеет ли они, может, инфу, что рано или поздно с Украины не будет такого, как была, и собирают деньги, чтобы жить за границей? Власть воровала всегда. И если раньше я говорил даже во время войны, то сегодня я говорю особенно во время войны. Система такая порочная. А я предлагаю систему эту поменять. Не просто фамилию, а систему. Вот для чего нужна власть. И давайте с глупыми вопросами закончим. Потому что где Украина будет брать деньги на отопительный сезон, это глупый вопрос. Денис, я верно понимаю, что Данилову докладывают о ваших видео. Лысый — это он кого имел в виду? Мы сегодня уже это обсуждали, потом мотнете, посмотрите. Может, он сам смотрит. Ну, мониторят 100%.
Денис, скажи мнение про Ахметова. Ахметов не чиновник, чтобы я его обсуждал. Никакого мнения нету. Будет шатдаун? Не знаю. Вы фанат Илона? Да, я фанат Илона Маска. Я всегда прямо заявляю какие-то такие вещи, кого поддерживаю, кого нет. Я юлить не буду в этом смысле. Здравствуйте, Денис. Может, прослушала или пропустил. Что скажете по поводу ситуации с Трампом или куда перемотать? Спасибо. Какая ситуация с Трампом? Трампа пытаются посадить всеми силами. В баскетбол играл профессионально. Коломойский сам себя переиграл, пишут. Да. Это, может, не очень интересный вопрос, но мне интересно, за что вы так любите Украину, почему вы готовы тратить свое время и деньги на борьбу за страну и народ. Значит, это родина. Как это? За что я люблю? Любить, может, и не за что, но это родина. Тут такие вещи не регулируются внутри себя. Вы же не можете сказать, за что вы маму любите. Это будет глупый вопрос. Так и здесь. Так. Мені 25, якщо не поміняється система, то при першій можливості вийду з України, таких як я, тисячі. Україна йде на дно швидко, швидше, ніж Титанік. Ну, вот это вот то, что вы пишете, это и есть трагедия для Украины. Ну, не по вашей вине. Ну, это факт. Дональд Трамп реально верующий протестант. Он верит в Бога точно, а степень его религиозности я не знаю. Друзья, всех прошу подписаться на канал, поставить лайк, колокольчик и в Телеграм подписаться. Это очень важно. Не выходите из стрима без лайка, без подписки и без колокольчика. Телеграм — продолжение YouTube канала. Я там всегда на связи. Особенно в те дни, когда не выходят видео. Осень особенно важна в том плане, что мы должны быть в Телеграм. Если будет плохое, блэкаут или часто отключать свет, понятно, видео я так много снимать не буду, будем на связи хотя бы в Телеграм. Это важно все. Говорили про стрим с Любарским, когда планируете выпустить? Сначала выпустить Любарский, затем я. Поскольку он был инициатором и модератором, и это видео для его канала, он должен собрать просмотры основные, а потом выпущу сразу я. Думаю, понедельник. Если Любарский выпустит на выходных, то я в понедельник тогда выпущу. Он мне дал разрешение выпустить даже раньше, но я так не могу, это неправильно. Илон Маск пишет про российский настроен. Александр, даю вам совет. Не ведитесь на дурную пропаганду, изучайте сами первоисточник. Вы же здесь на стриме, значит, у вас есть интернет. Не повторяйте дурость, глупость, не позорьтесь. История про Илона Маска с исключением Старлинков на фронте. Знаете, мы эту тему 100 раз обсудили, 200 раз проехали, а вы о ней только спрашиваете. Вы живете пропагандой, контрпропагандой. Жаль вас. Так, друзья, будем заканчивать. Спасибо всем. Подписка везде. Очень важно. Репост, ссылку другу. Очень-очень важно. Всем благодарен. Извините, что так получилось, но провайдеры тут так себе в Америке. Конечно, вы бы собрали намного больше людей, стрим был бы, наверное, интереснее. Денис Балашов сказал, что Елисевич не имеет права баллотироваться в президенты, ибо по закону последние 10 лет надо жить в Украине. Вы сейчас оживите стрим таким комментарием. Значит, я еще раз вам отвечаю. Я не понимаю, почему Геннадий не напишет мне это лично, потому что иногда мы переписываемся. Вот он через стримы мне передает привет, и теперь я не имею права баллотироваться. До этого я был плохой, что я одел футболку Трамп 2024, а не финансовый рай. Я открою вам страшнейшую тайну, в кавычках. Я когда-то очень сильно хотел влиться, меня вдохновило то, что есть такой, как это сказать, человек, который тех же взглядов, которых я, и который в открытую, явно в открытую, тоже в лобовую, хочет внедрить в эти идеи и борется против той власти. Тогда была власть Януковича. Вдохновился и готов был взять под себя 2 района в городе Киеве под партию 5-10. Завесить билбордами, рекламой, агитационками, офис открыть. 2 самых крупных района города Киева. Дальше.
Дальше. Организовывать митинги, выступления Геннадия. Но это было давно, лет 10. Но это было сразу после Майдана. Это было, представьте, мне было 25 лет. Я приехал, вышел какой-то дедушка, который осмотрел то, что я предлагаю, и сказал: "Это не подходит". Развернулся и уехал. Вот и все. Я не понимаю, чё я должен носить футболку "Финансового рая". Я поддерживаю партию 5-10, поддерживаю идеи Балашова, они великолепные. Всегда признавал и признаю, что он первопроходец. Реально, пострадал так, как и я. Чисто политическая расправа. Вот. 20 лет или даже больше он пропагандирует эти идеи. Он был первым, безусловно. И даже сейчас сражается. И мне так пишут, что я вдохновил его на стримы, правильный формат стрима, у него поднялись просмотры. Я только рад. Мы с Балашовым работаем в одном пуле. Грязью Балашова поливать не буду. Просто иногда, так как и в случае с Коломойским, надо уметь, видимо, профильтровать и правильно определить людей. Вот и все. И напоминаю, что Михаил Федоров, это тот парень, который Дию разрабатывал. Я небольшой его фанат, ну так мягко. Он вообще был членом партии. Я не был, а он был членом партии 5-10. И покинул партию примерно по таким же причинам, по которым я туда не вступил. А я не был ни в одной партии, никогда не состоял. Но всегда поддерживал, естественно, там, либертарианские идеи и идеи свободы, liberty. Вы, может, не заметили, у меня маленький ребрендинг произошел страницы. У меня новый баннер на канале, новая аватарка. Там еще кое-чего добавлю. Вот такие вот дела. Чтобы вы просто понимали. Я не хочу вести никаких заочных дуэлей, тем более с теми, кто в том же пуле, в котором я. Не сговариваясь, что называется. Такие вот дела. Вот такую страшную тайну я вам открыл под конец стрима. Видите, так бы человек не написал бы, я вам это бы не рассказал. Якщо Геннадій Балашов, вибачте, мне не надо извиняться, он ни в чем передо мной не провинился. Я вам сказал, что я этого не понимаю. Передо мной не надо извиняться. Тут я не могу обидеться, мне не на что обижаться. Я просто не понимаю этого. Я вам больше того скажу. Вот эти вот суперуспешные некогда стримы Арестовича и Фейгина, которые, честно говоря, фуфлом являются, я вообще не знаю, как их столько смотрят. И сейчас Арестович переместился и проводит такие стримы с Романенко каждый день. Просмотры, конечно, намного ниже, они падают, но они по-прежнему высокие, то есть 500-600 тысяч. Так вот, я думаю, что это уже время потеряно, уже поздно, но в принципе на правильной волне я с Балашовым или, ну, скорее всего, с ним, допустим, мог был бы такие стримы бомбить, и мы бы набирали, я думаю, 200-300 тысяч просмотров там со временем. Это время потеряно, я вообще говорю. Вот такие вот дела. Я не устраиваю ни с кем никаких соревнований. У него вообще-то есть партия, у меня партии нет. Но он хочет в Киеве, я хочу в Киев. Нас это объединяет. Идеи у нас одни и те же. Все. Все, что могу по этому поводу сказать. Повторяю, никаких заочных вот этих борьбы, тем более поливаний грязью и обид, извинений, ничего этого не надо и ничего этого не будет. Вы спросили, я ответил. Нет, дедушка, который вышел ко мне, не знаю, как его звали, не помню, вернее, но это был не Балашов. Все, большое спасибо. Друзья, лайк, подписка обязательны. Пока.